Привет, ребят! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас, грубо говоря, такой спонтанный стрим, но я рада всех вас видеть. Спасибо большое, что пришли. И сегодня мы продолжаем Андромеду. У нас с вами по прошлому стриму было окончено прохождение первого контакта, собственно говоря. Вот, так что сегодня у нас будет много чего интересного. Я, конечно, очень на это надеюсь. Проходим Nexus, собственно говоря, восстановление, стыковка с Нексусом. А что там дальше будет, неизвестно. Лакетман, привет, рада видеть. Ладушки, глянем по настроечкам, как это все будет работать. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Очень на это надеюсь. Поехали. О, да. Мои пробы подключения. Ну, ладушки. Все, вперед. Итак, как вы знаете, я достаточно сильно люблю читать, и все, что вводится в игре, все будет прочитано. Это, конечно, отдает нудятиной, но зато будем лор знать. Первым делом поговорить с заведующим Нексуса. Что-то интересное они выращивают на гидропонных фермах. Картофель. Ха! Вырастил картофель, значит, все сделает. Прикольно. Так. Капитан велела прислать ей полный лист. Я только что обновил таблицу. Да. О, это, в принципе, точно так же, как и у нас. А, это же наш. У нас 20 тысяч колонистов, и когда прозвенит будильник, их надо будет где-то разместить. Это факт. А ладушки. Ладно, поехали. Страшно, конечно, но ничего страшного, бывает. It'll be nice to see some friendly faces this time. Да. The Nexus runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the Arks. It means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome Да, party. сразу к бару. You're expecting one. After what we've been После through, таких I could дел use a мне buzz. хочется напиться. all Ну да, Yeah, как и нам всем. rough ride so far. Пока приходится We'll нелегко. bounce back. Real food and a shower are just ahead. Настоящая еда и душ. Да. Все, о чем мечтаешь спустя много-много лет. Here we are. Так. Тут уже что-то коротит, и мне это не нравится. I don't see any champagne. Ага. Where is everybody? Так, неизвестное место. Ну, типа нам туда и надо. Так или нет? Well, this can't be right. Что-то тут не It's like так. everything's on standby. If it's a surprise party, they're doing an awfully good job of it. Да, получилась хорошая вечеринка. There's a guy. Опа. Maybe he's got champagne. Ага, шампанское. Здрасте. Hi there. We're from Ark Hyperion, and Мы из Гипериона. wondering where everybody went. Куда все подевались? О-оу, Did he hear спокойно. you? Did you say an arc? Это плохо? This is the Nexus, right? Ага. Pretty sure we parked in the right place. Of course, I'm sorry. It's just, we thought you were all dead. Да, конечно. What? С чего это? Or captured, or lost in dark space, or... Еще что-то в этом роде. Ага. But you're here. You have no idea how much this means. Ну да, а что такое? it. Ах, моя любимая раса. I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. Ополчение. I'm Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. Супер. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Сам ты сбой. Птичий. Так. Почему? But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen.
After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. Ауч. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Ну, нехило так. Everything that ходит. could go wrong with our plan has. We arrived 14 months ago. Right 15 away, we месяцев hit a назад band и of dark сразу же energy that knocked столкнулись us с off 8 course. темной We're энергии. familiar with it. Успели Then you'll know why we познакомиться. call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of Ouch. people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was Конечно. restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Да, блин. Are things back to normal? Not even close. Ну, а But теперь you're мы here с now, нами so так maybe что the worst лучше is over. посади. Как это мило. Решили одну проблему, word from the и other образовалась Pathfinders? резко вторая. No word from anyone, period. Ни от Any кого threats from the новостей нет. locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. Ауч. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are going to be a real problem. Ау. This day just keeps getting... We're here. Лучше и лучше. You guys go ahead. I'll check out the security situation. Ну хорошо, You давай. should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Ауч. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an arc to finally show up. Это хорошо. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. Угу. The crew of the Hyperion. Команда Гипериона. Good luck. Удачи. А вот теперь I'm начинается Jaren самое Tan, интересное. director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Да легко вообще. Not as much as it means to us. We had one hell of a time getting here. Nice to see some friendly faces. Это точно. Hungry faces. Any supplies you can spare would be appreciated. Угу. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Ауч. Делами колонистов. Where's the Pathfinder? You're looking Это at я. her. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Ауч. Alec is dead. Да, к сожалению. К глубокому сожалению. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Да Our прям supplies are грустно. nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources. But Конечно, that takes надо. people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Конечно. Now more than ever, we need a Pathfinder. Особенно It now falls to нужно. you, Ryder. Ага. Are you up to the task? Ну, блин, они что, не могли кого-то другого снарядить? Я не пойму. Почему все утыкается в команду первопроходца, в одну единственную, блин? Бред какой-то. Седуевина. Так, ну ладушки. Так, сейчас, секундочку. Эти тетюшечки. Угу. Ну, вроде бы пока работает все норм. Хотя очень странно, но прикольно. Ух. Да слышно меня, слышно, медвежонок. Заяц, ты меня слышишь, слышь. А, у нас нет выбора по факту. You're in trouble here. I'd say you need any help you can get. We need qualified help. That's no way to treat a guest. No. I'm Nakmor Kesh, superintendent of this station. Nakmor. Hope they haven't scared you off already. Все помним. из It's Mass nothing Effect'а. personal, but now isn't the time for on-the-job training. Ага. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could Зарядятся use a стороны, fresh да, мне perspective. кажется. Ну, это You've да. heard my concerns. I'll leave you to it. Ну, это правильно. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. Да. I'm happy to work out the details with your associate.
это особо пока что комментировать нечего. Ладушки, спасибо за помощь. Ладно, как все плохо. I can't believe how far off track things have gone. It's bad, but it's not over. Not yet. А в особенности Кроганы это знают. Ура! Let me show you something. An hour ago, that was all Час dark. назад здесь было But with the power темным-темно, from your но ship, энергия с вашего корабля I can keep the позволила lights зажечь on. свет. И я за You вас. have my vote. Ха-ха! Нормально. And when the power runs out, А когда энергия You'd best go закончится, talk to лучше Director вам 10. поговорить с директором, Make sure убедиться, that что doesn't этого happen. не случится. And don't be shy. Не Come нужно see me when you have стесняться. a chance. Ко мне тоже стоит заглянуть. Сейчас будем бегать и все у всех спрашивать, как дела? What's up, да? Говорит с директором Таном в штабе первопроходца. Окей, Nexus. О, господички. Как это жирно со всеми надо это все. Все, окей. Так, чего у нас тут есть интересненького почитать? Так знаем. Нормально. Приоритеты и задачи. Ой, нет, дополнительные задачи. Хочу дополнительные задачи. Все остальное не хочу. Итак. Ну что ж. Посмотрим, что у нас здесь. О, ретроспектива. По мере изучения Андромеды союзники и принятые вами решения начинают оказывать все больше влияния на будущее скопление и тех, кто считает его своим домом. А, вот оно как. Будущее скопление. Я поняла. Тяжелый могуч. Русский язык. Поиск дома. Кризис в жилище 7. В ходе своего испытания огнем на жилище 7 вы, решив, что встреченные чужаки представляют угрозу, вы дали им отпор, защищая Фишера, вы нашли пещеру полную растительной жизни, пережившей золотой век планеты, вызволили Грира из плена, вы сомневаетесь в том, что можете стать первопроходцем. Факт, Райдер. Вы до сих пор скорбите о потере своего отца Алика, человека, которого вы любили и уважали. Блин, а как по-другому с отцом? Что? Вы надеетесь, что достойно почтить его память на подступ первопроходца? Ясен Кренди. А как еще можно? Фиг забить? Просто в другой галактике, в другой планете? Сэма мы уже знаем. Алика Райдера мы читали на прошлом прохождении. Вскоре после нашего прибытия в Андромеду в 2819 году Алик Райдер погиб во время операции на жилище 7. Так, инициатива. Восстание на Нексусе. Блин, вот только восстания еще и не хватало. Ага. А вот это вот прям совсем интересно. Ну, ладушки. Итак, несмотря на нежелание директора Танна открывать архивы, доступны отдельные записи о восстании на Нексусе в первые месяцы после прибытия станции. Скверно погубила высших руководителей экспедиции, их посты заняли заместители. Тем не менее, гидропонная ферма оказалась повреждена, ресурсов не хватало. Недовольство выросло в открытый бунт против нового руководства. Нексус оказался в опасности. Для защиты от бунтовщиков привлекли Кроганов. На сторону восставших перешла Слоан Келли, глава охраны. В результате победа осталась за Кроганами. Бунтовщиков изгнали со станции. Изгнанники до сих пор остаются угрозой для Нексуса. То есть они там внизу сумели выжить? Да блин, они чертовы гении. Большинство Кроганов покинуло Нексус вскоре после этих событий. Директор Тан отказался рассказывать о подробностях произошедшего. Так, инициатива Андромеда. Джиен Гарсон. Основатель инициативы Андромеда Гарсон была одной из самых богатых и самых эксцентричных людей-предпринимателей в Млечном Пути. Благодаря широкому спектру коммерческих интересов она заработала состояние на инвестициях в несметное количество областей, имеющие отношение к технологиям. Именно мечты этой индивидуалистки о путешествии в новую галактику положили начало инициативе Андромеда. Игнорируя скептиков и маловеров, Гарсон тратила огромные денежные суммы на создание или приобретение необходимых технологий и кораблей.
чтобы сделать долгий путь возможным. Это было частное предприятие, полностью профинансированное Гарсон, которое хотело быть свободной от любого правительственного надзора. Это как Цербер, но наоборот. Очень мило. В 2185 году Гарсон отправилась в долгое путешествие в Андромеду на борту координирующей станции Nexus. В речи, произнесенной накануне отлета, она так сказала об общих знаниях и истории, символизируемых ковчегами. Мы везем все эти вещи, подобные отточенным инструментам художника, туда, где находится наш великий пустой холст, в Андромеду. Мы отправляемся, чтобы нарисовать свой шедевр. К сожалению, Гарсон так и не дожила до исполнения своей мечты. Она погибла на борту Нексуса, когда тот получил серьезное повреждение от скверны при первом прибытии в скоплении Лэ. Вот это, блин, не свезло. Капец. Да ладно, теперь можно сохранить игру. Больше сохранений, боженьки сохранений. Как мне икалось, как это тяжело не иметь сохранений. Итак, ладушки. А мы начинаем. Ух, как же я давно не бегал по Андромеде, по Нексусу. Я уже не помню, сколько лет. We'll get you all fixed up and ready to go in no time. As soon as we hook you up to all that juicy power. Сытную энергию. Боже мой. Он разговаривает с ней. Настоящий техник. Уговаривать технику, будто она одушевленный предмет, это вот прям любовь к своей работе. Эдисон. Чего там что-то? Оу, как жестоко. Привет. All right, what happened? To who? С кем? To whom? С кем? And С your твоим goddamn отцом. father. Воу-воу-воу-воу, тихо. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. Он хотел, чтобы я была первопроходцем. In the moment, it saved my life. But it seems my father meant for me to get the role, eventually. Да-да-да. It isn't hereditary. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Not home. Конечно. The Milky Way. This is home. This mess. Да, We don't среди have a lot of этого. options, Ryder. Maybe что you'll ж prove your делать? father right. After Будем 14 months надеяться. of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Столкнувшись с таким звездецом, еще выжить, это прям, ну прям вау. Так, 14 месяцев. Абзац. План касательно врагов. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. Да ладно. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Ауч. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Not sure who started it, but we're calling them Ket. Candles will know more. Maybe too much. You don't trust him? Да, I trust him to defend us. I do not trust a rising military influence in a supposedly civilian initiative. We came here to make history, Ryder, not repeat it. Ugh, goddamn poetry. Ну, как бы да, но с другой стороны, чего вы ожидали? Прилететь в совершенно пустой мир? Вот проколов в этой инициативе достаточно много, насколько я посмотрю. Давай, допустим, вот так. Тыксь. You've had no colony successes in over a year? How many tries is that? Less than you'd think. Ау. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire. The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. And if it had? Beautiful utopian horseshit. Ерунда Colonies that утопическая. produce and support each other. The Nexus as Citadel, not headed by Tan, or even me. Ауч.
You called my father Alec. No one does that. A lot of us joined the initiative because of his vision. What he shared of it, anyway. Were you friends, or...? I'm not your new mother, if that's what you're asking. Да-да-да. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a pathfinder until they've path-found something. Да-да-да. Much like a colonial director without colonies. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. О, As the правильное number of дело. outposts is currently less than ideal, my influence is limited. As Tan is quick to remind me. Left a perfectly adequate career as a chief officer. Provincial capital, too. Only a new galaxy could pull me away. Да ладно. And here we are, idling. Серьезно, столько лет, такие разные фильмы. Вы повстречали Кроганов, турианцев, соларианцев, и вы такие типа, мы прилетим в галактику и все? What? Чуть-чуть наивная тетя. There's also this strange technology. Has anyone studied that? We've tried. Not me. The brains in research. Умники. They're supposed to know their business. The current excuse? The tech we dug up on Mars was more advanced, but it was plug and go. The tech here thinks different? Конечно, I don't вид know. другой-то. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about Alec, maybe that's good. Я очень-очень хочу, чтобы во второй Андромеде прилетели геты. Вот. Потому что техническая раса найдет язык с технической расой, хоть и с древней, хоть и с помершей. Это будет прям до мурашек, эпично. Ну, тут я с вами поболтала, я, пожалуй, Excuse пойду. me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get дайте a foundation пожрать. of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Ага. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Вот вперед еще на понт. Ну, серьезно. Я тут я маньячка, лучше перезаписать игру, конечно. Так, журнал, задание. Ну, это понятно. Поговорить с Эдисон, потом это мы все сделаем. Кодекс, ретроспектива. Так, подождите. Это мы уже считали. Что не так? Инициатива. Отбытие. Ага. Межгалактические путешествия были горячей темой для обсуждения в экстранете Млечного Пути в течение столетий. Были предположения создать экспедицию под руководством Азари или соларианцев, но ни одно не реализовалось из-за недостатка интереса, денег и смелых инженерных решений. Инициатива Андромеда многие из проблем решила, используя искусственный разум. Правда, это вызвало недовольство турианской иерархии и альянса систем. Строительство ковчегов размеров с дредноут на частные деньги потребовало введения переговоров с Советом Цитадели. Кроме того, чтобы выжить в Андромеде, нужно было неординарно, подойти к вопросу. Боже мой, они смогли договориться с Советом Цитадели? С каким бубном они плясали? В официальных документах инициативы говорится, что Nexus отправился в путь в 2185 году, сопровождаемый небольшим отрядом истребителей ради защиты. Вслед за ним 4 ковчега, составлявших первую волну. Велась постройка дополнительных кораблей, включая Кварианский, на котором должны были отправиться представители разных народов. Увы, из весьма непростых требованиях запуск второй волны был отложен. Наблюдатели инициативы пока что сохраняют оптимизм. Что ж такое? Ну, я разучилась читать. Так, с этой теткой мы поболтали. Что у нас тут такое синенькое? Синенькое, непонятненькое. Ага. В общем, ну, первый пристыковался, и это хорошо. Красота. О, открывается. Сезам. Офис кэш. О!
Так, ой, что-то я взяла. Кожаная обмотка, 33 кредита. Почему-то сразу всплыло в голове 33 коровы, 33 коровы. Странная песенка, конечно. День новый, дерьмо старое. Мне нравится этот заголовок. Оптимистичный. На память будущим поколениям, если инициатива вдруг всплывет кверху брюк. Нексус по своей сути не более чем цирк на 4 манежа. Мне не нравятся методы Танна, а он явственно показывает свое презрение к Роганам. Думаю, намерения у него благие, но он тут еще врач, и добьется он так только конфликта. Нексус не может объединиться до тех пор, пока у Танна развязаны руки. Эдисон уже решила отколоться от него и занимает круговую оборону. Надо будет потолковать с Кандросом. Надеюсь, мы сумеем договориться, а может и нет. Как же меня достали эти фокусы. Yes, I know the Hyperion docking unannounced caused some switches to blow. That's fine. I don't care. We know the problem is more widespread than we thought. We're working to fix it. Ну, вообще-то, это круто. My crew's working on it. We've moved the ops center to the top of our priority list. Чего еще ожидать от Кроганов? Good job, you two. Это они вечно боролись и... There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. Ну, конечно, еще At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Так. Больше успеть. Больше успеть чего? When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. Ну, как бы это мы знаем. И? What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. Это хорошо. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. Интересно, кто им это дал. Still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Да. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Ну, это точно гораздо лучше, чем было. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. Надеюсь. Да, Мрана Хвостуль. Это Кроганка. И Кроганка на 4% более излеченная генофагом. Кстати, если ты помнишь в третьем массаче, если ты оставляешь Рекса в живых, то тогда в таком случае получается так, что вот этот клан хотел захватить власть, и он шел против Рекса. Вот. Так что это чисто теоретически часть того самого клана, который хотел захватить власть, но не получилось. Ага. Проблемы на Нексусе. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed. Это писец. What happened to Gian Garson?
killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Сейчас все сделаем. Подожди, Туль, слушай, а как же Ева вместе с Рексом? Или у всех стримеров было прохождение, и когда они не сохраняли Еву? Там по ее глазам и частичке рта можно было понять, как бы тут то же самое. Такс, где Кроганы? I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess. I don't blame my people for walking out. We're done being used. Блин, да ёшкин кот. Их постоянно используют. Это так обидно. Серьезно. With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. Умничка. Так, твоя работа. What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. Офигеть. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Nothing more for now. Good luck out there. Нак, вот сейчас прочитаем про Нак Маркеш. Так, не то. Кодекс. Пассажиры. Кроганы. Да что ж такое? Не то. Нет. Нет. Кто? Журнал? Нет. Союзники и отношения. Нет. Да что ж такое? Почему я не могу? Опять куда-то не туда ткнула, да? Ну согласитесь же. Ладно. Вот, собственно говоря, есть контакт. Итак, Нексус руководства. Руководство Нексуса, центра всех операций, инициативы Андромеды должно было балансировать между управлением самой станцией и администрированием аванпостов. Джейн Гарсон собиралась оставить за собой парадную роль, назначив директором инициативы матриарха Нуару. Так, это у нас кто? К сожалению, Гарсон и Нуара погибли, как и большая часть заместителей матриарха. Нынешний директор инициативы Джарун Тан в очереди был лишь 8-м. Сегодня он официально руководит всеми операциями инициативы и командами первопроходцев. Фостер Эдисон сохраняет пост директора по вопросам колонизации, заботясь о поселенцах и управляя развертыванием аванпостов. Хозяйством Нексуса занимается суперинтендант Накмор Кэш, управляющая также всем строительством. С появлением кетов было сформировано ополчение под командованием Тирена Кандраса.
Формально Кандрос — гражданское лицо, но фактически с ним считаются остальные руководители Нексуса. Серый кардинал. Накмор Кэш, собственно говоря, наблюдавшая за разработкой и строительством Нексуса в Млечном Пути, сейчас служит на нем суперинтендантом. Она следит за нормальным функционированием всех систем, подключает вернувшиеся ковчеги, руководит строительными работами. Кроме того, ее считают важной фигурой в клане Накмор, несмотря на то, что большая часть Кроганов покинула станцию. Кэш называет свой пост «ответственная за все». Документы на Нексусе показывают, что Кэш сыграла важную роль в функционировании станции во время кризиса. Уверенность и знание всех систем сделали ее незаменимым членом руководства Нексуса. Во время совещаний видно, что она плохо ладит с директором Таном, но присутствие Кэш гарантирует, что Кроганы еще обладают правом голоса на Нексусе. Форест Эдисон. До инициативы Форест Эдисон была исполнительным директором столицы на провинциальной планете. Во время собеседования она заявила, что подобный пост ее привлекал отсутствием выборности. Она могла определять свою стратегию, не играя при этом на публику. Форест попросил возглавить отдел по вопросам колонизации еще на ранней стадии подготовки. Она согласилась при условии, что это будет временной мерой. После прибытия аванпосты должны были образовать совет. Она же смогла бы уйти в тень, оставаясь советницей при Джейн Гарсон. К сожалению, Гарсон погибла во время контакта Нексуса со Скверной. Ее место занял директор Тан. Во время восстановительных работ у директора по вопросам колонизации не было колонии, чтобы ими руководить. Это ограничивало ее влияние, увеличив ответственность. Она выразила разочарование своим положением и ситуацией с аванпостами. Несмотря на то, что Эдисон справляется со своей работой, очевидно, это не то, что ее интересовало. Что у нас? Серьезно? Да, блинские. Натиск. Что такое? Ново. Использует энергию для создания вокруг коры резкого взрыва с крупным уроном. Десант Азари. Дробовики, урон и дробовики, сила. Такси. Ну, окей. Тогда я не понимаю, почему. Странно как-то. Ну ладно. Да мы потом посмотрим. О, Дмитрий Александрович, здравствуй. Итак, ага. Так, я извиняюсь, я сейчас на секундочку. Тестики. Интересно, а вот так будет какой-то вариант? Или оно все пойдет по переподключению? Ладно, попробуем. Но, как говорится, не факт. Блин, настройки все-таки такие своеобразные. Как же это все настраивать? Понятно. Ну ладно, разберемся. Где всему учатся? Где? Отдел колонизации. Ага. Мне вот самое удивительное, почему никто не выбрал первопроходца из вот этих вот всех интересных, блин. Hello, I'm Jan Garson, founder of the initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if Founder, please select a topic. Не хочу выбирать тему. Спасибо. Выйти из системы. Пока так. Потом посмотрим, что есть. Это все настраивать непонятно, но надо как-то. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Так, теперь вы мне доверяете?
I thought I didn't measure up as Pathfinder. Director Addison keeps her own counsel. I keep mine. Ну ладно. And when you disagree? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? Неважно, зачем? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable, so how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving Да it. ладно. Right. Он вам что, швейцарский нож? Не знаю. Супер открывашка для всего? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Так, меня слышно тоже, думаю. Я так надеюсь. Так. Делать ставку на людей — часть моей работы. Иногда такие ставки выигрывают, а иногда нет. Так, не надо со мной играть в игры. Покажите дорогу. Ой, давайте без игр, пожалуйста. The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. Да-да-да. But first, you have to succeed at being the Pathfinder you pretend to be. Where's my ship? Один. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ow. Something wrong? Ryder, please see me and Sam node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. Хорошо. No, I'm fine. Подожди, с кем-то же я же еще не поговорила. Не-не-не. С кем? Сейчас, подождите. Так. Что она мне? Я могу поговорить со всеми, прежде чем вот это вот что-то там делать. Ryder, you may have a less than flattering view of me, but I want to express my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. А чего вы хотели, чтобы все прошло идеально? As director of the initiative, are you in charge around here or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. Ну, конечно. What's their problem with you? I am not Gian Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to mimic. She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the Exiles, some never made it out of stasis. I was deputy assistant for revenue management. Then all 7 leaders above me died. I was next in line for the role. So, you're an accountant? Да. Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours, and I went a different direction. Then I heard about the initiative, and saw my chance to try the path not taken. While I may not be setting foot on new worlds, my authority can ensure that you do. Right. Sorry. So how does anything get done?
In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages colonial affairs. I oversee all of it. Да ладно. In practice, we argue, debate, and yell at each other until a decision is made. If we're lucky. It is maddening. А что делать? Как-то никто не может нормально совсем справиться. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like a roof over their heads, and you'll want to eliminate any hostile threats. Whether that's the cat or other terrors lurking in Helios, colonists being murdered on sight can be discouraging. Also, scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. What can you tell me about forward stations? I was afraid you'd ask. It's mostly what the engineers tell me. A forward station allows mining, equipment repairs, and resupply for field teams. I mean, who wouldn't want that? But seeing as how every colonization effort has failed, it's just theory at the moment. You get to test it out, Ryder. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. It looks like a melting pot around here. The Nexus is home to several initiative species. Many came ahead of the Arcs. The hope is that this station will one day serve as the governing body in Andromeda. Though I'm not sure what they were thinking, lumping Krogan into the mix. As a Solarian, my kind tend to have a low opinion of them. Nothing I've seen here has changed that. Неудивительно. Поставить соларианца выше Кроганов. Опять соврать Кроганам. Капец. Ну как так-то, Михалыч? Что вас история ничему не учит? Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant species. Long ago, they waged nuclear war on one another. Their planet was decimated. My people tried to uplift them, but the Krogan could never tame their worst instincts. What if they bring their tempers to Andromeda? We'll all be dead. Sounds like the Nexus has had a rough time of it. Publicly, I would say we're more than up for the challenge. Privately, I can tell you, it's been a disaster. The Scourge killed hundreds, many of them our senior leadership. Even the founder of the initiative, Jean Garson, is dead. How did Jean Garson die? With the rest of the leadership, when the Nexus hit the Scourge, a large wing of stasis pods was destroyed. They were killed instantly. These people traveled 600 years and died before they even woke up. Jean Garson never glimpsed Helios. She never saw her vision realized. Kandros mentioned something about hitting the Scourge. How did it play out? Criminal elements took advantage of the emergency and preyed on people's fears. An uprising followed. We had no choice but to turn to the Krogan to deal with them. They crushed the mutiny and the criminals were banished. Exiles, we call them. I doubt we've heard the last of them. They're led by an outlaw, Sloane Kelly. She used to be one of ours. There don't seem to be many Krogan around. Good riddance. The Krogan demanded a greater say in political matters. The last place you want them involved. Their muscle, nothing more. Good for fighting and lifting heavy objects. When they didn't get what they wanted, they left. Who is this Sloane Kelly? She was head of security on the Nexus. She opposed the uprising at first, but eventually turned traitor and joined them. Misguided sympathy for the plight of the common citizen? Nonsense. They posed a direct threat to our existence. Ой, ящерица-перестраховщик. Так, я кое-что хочу проверить. Even the founder of the initiative, Jean Garson, is dead. We came across alien technology on Habitat 7. It seemed to affect the weather. Your people know anything?
There have been reports. Failed scouting missions have mentioned advanced... Whatever they are, they defy explanation. But with our resources stretched so tight, no. All we know is the cat are interested in them. I'd rather not stir things up. Any more information you can give me on the missing arcs? Нет. No, and that is the distressing part. The Asari, Turian, and Solarian arcs are completely unaccounted for. If they had the same problems with the Scourge that we did, I fear the worst. Should you find any clues, please investigate. Without the other arcs, the promise of the initiative can never be fulfilled. Are there any other arcs we should expect? We had hoped Quarians would be part of the first wave. But before departure in 2185, we got word they had technical problems with their ship. It seems they're also bringing along Drell, Hanar, and other species as well. Managing all of their biological needs caused complications. We won't see them for some time to come. That's all. Thanks for your time. Engineering report. Hyperion power draw is now at 100%. Ну, вот как-то так. Хотели угодить всем по ходу дела и взять всех, но не получилось. Левый альт. А, вот. Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. You know what they say. It's not paranoia. If someone is out to get you, yeah. Third time this week. It's getting worse. First one was small stuff. This one could have hurt bad if I'd been closer. That's not good. Sorry. Understatement. Yeah. And now I have more repairs. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. Okay. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. No, I'm fine. And I don't know, it just... Ну, давай глянем еще вот это. В принципе, нет ничего такого страшного. Ну вот, кстати, да. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Окей. Саботажик. Саботажный саботаж. Сюда. Так, окей. Наверх. Так. Вот, типа вот это, да? Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Так. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Так. Где-то что-то еще. Тут и там. Ну, сейчас найдем. Notice the handoff there. Oh. Too small for this. Surprise. There's also provided
Урон на участке был нанесен в результате прямой блокировки предохранительных устройств. В списке работающих здесь указано множество имен. Я сопоставлю все остальные данные. Окейушки. И еще одна панелюшка. И вроде бы все. Блин, ну вот насколько это пахнет идиотизмом. И здесь хотят все власти писец. В работу с тем кто-то вмешался так, чтобы случайным образом был создан разрядный импульс, который сотрет память системы. Диверсия была выполнена дистанционно. Если удастся отследить источник, мы, возможно, установим, кто имел доступ к этому участку. Окейшки, доступ к участку, да? Доступ к участку, доступ к участку. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Вот этого, блин, только не хватало. Супер, да? А, сорян, почти что? Ой. Ага, ясно. Лифт! Лифт, 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 лифт. Да, лифт же? Да, лифт. Текс. Я потом с тобой поговорю. Даже по-хорошему не могут. Ну что за понятное состояние? Извините. Так, лучше, конечно, сохраниться. Так. Это сейчас будет, блин, прям очень неприятно. Привет. Ну давай рассказывай, нафига ты это сделала? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here, I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patel's. A third party seems likely. The real saboteur could be setting you both up. Because we both figured out something was going on? That would make sense. It's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Raj, you there? Yes. How did it go? Is it... Как-то странно. Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Crew muster schedules have been posted. All personnel should check with their supervisor before taking leave. Вот как бы именно она им не оказалась. Вот это вот будет прям аж обидно. Побежали дальше. All personnel, be aware of any suspicious activity.
Запись охраны. Выявлены проблемы доступа к сети, сбиты маркеры времени, повреждена система повторного просмотра. This file is useless. Let's check another. And another scrambled file. Let's check another. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Somebody working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Ну ладно, давай просканируем. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Давай сейчас побегаем и посмотрим. Покажи. This person is not a match. Ага. Ждик. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Нет. This person is not a match. Ладно. Ладно. Конечно, кошмара что-то хотела. Так, и... Да, потом поговорим с расстроенной турянкой. Так. А где? Я? Подождите. Так, кто-то еще ниже, хорошо. Окей, сначала решим все мелкие пакости, гадости, а поговорим со всеми, господи. Он бегает точно так же, как и Шепард, и просто ничего не может. Переотсек. Личная палова. Надо будет к братику съездить. Смотреть, как он там. Ну что? Носимся, блин, галактика другая, проблемы те же. Собственно говоря, это свидетельствует о том, что хоть ты в другую галактику улети, от себя не скроешься. Что такое? Так. Ладушки. Ладушки. Интересные бабушки. А ну-ка. Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins reports to Kandros' department, assigned to station security. Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. Is that what sabotage is called these days? Work? You're pretty arrogant for the new kid. You don't even know what's been going on. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... I'm sorry for what happened, but setting explosives isn't the answer. Neither was sending people into exile because they didn't agree with policy. I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people. Killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day. Перспективность. Очки. Опа. Опа. Что
Что за опа? Непонятно. Текс. Кредит 133. Оп, очки. Оп-оп. Интересно. Так, я хочу все-таки чего-нибудь такое. Что такое боевые средства? Специализированная подготовка позволяет пользователю мастерски применять порошковой ранец, оружие ближнего боя. Ну, не думаю. Хочу вот это вот. 4, 5, 6. И вот сидишь и думаешь, тебе типа сначала что-то такое надо развить, или не такое. Это или не это. Биотика. Тяга. Нифига не биотик. Нова. Взрывная волна, истребление, отражение, копье. Боевая биотика. Стержень. Я как бы не биотик так-то. Вообще не техника. Да ладно. Да ладно. Тактическая маскировка, часть техника. Обидно-то как. Кряуч. Замораживает цель при помощи потока суперохлажденных частиц, подготавливая ее для комбо подрыва. Заморозка обездвиживает врагов без брони, ослабляет броню, если она есть, но не действует против врагов со щитами. Ладушки, ладушки. Давайте все-таки типа техника и бой, да? Так, не хочу я мне гранату, нафига Казибаян. Так, ладно. Пусть будет снайперская. При попадании в голову уязвимость. Все. Окей, окей, пойдет. 2% снайперский, 3% точность, увеличение урона. А потом надо будет смотреть, что же все-таки получится. Или ничего не получится. Так. Кредиты. Магазин. Увеличивает количество выстрелов, которое может сделать оружие до перезарядки. Классно. Конечно, все. Так. Что у нас там по кодексу? Журнал, приоритетные задачи с чистого листа. Это мы потом. Союзники, отношения. Дополнительные задачки освоятся на Нексусе. Так, союзники, отношения, пропавшие ковчеги. Значит, либо Соларианском ковчеге, Азарии и Турианском ковчеге. Посмотрим. Попробуем что-нибудь узнать. Саботаж на станции. Это мы уже сделали. Кодекс. Нексус. Там директор инициативы Андромеда. 5. Директор инициативы Андромеда занял место тех, кто погиб во время столкновения со скверной. В личном деле указано, что на момент отправки ковчегов из Млечного Пути в 2185 году он был помощником комиссара по управлению доходами. Когда инициатива прибыла в скопление Элея, катастрофа со скверной уничтожила большую часть руководства. Занять пост директора пришлось Тану, что сильно расстроило некоторых пассажиров. Тан, родившийся на Суркеше, в качестве своей прошлой работы указывает старший консультант матричное счетоводство. У него было хобби моделирование кораблей, он надеялся когда-нибудь отправиться в путешествие. На вопрос о предубеждениях, которые могут помешать ему работать на благо инициативы, он поначалу не дал ответа, но был весьма взволнован, когда узнал, что вместе с остальными отправятся и Кроганы. Сегодня директор Тан наблюдает за всеми операциями и стратегическим планированием за деятельностью команд первопроходцев. Первопроходцев, как бы, я что-то не поняла, их типа так много. О, мужички. Так. Говорит с Кандросом и говорит с ученым. Окей. Все сумеем. Вот как раз, кстати говоря, дорогие мои, где-то уже часик 20, а это значит, что можно будет потом сходить как-нибудь на перерывчик.
Было бы неплохо. Ну, скорее всего, вот сейчас и пойду. Все, мои дорогие, минуток 5 перерыв, и я вернусь.
Всем привет-привет. Ну что ж, а мы продолжаем. Так. Нам нужно со всеми поговорить. Опять. И разобраться в конце концов, что здесь, блин, происходит. Почему так-то? Капец. Вместо того, чтобы... Вот, блин, был кризис. Вместо того, чтобы объединиться и решать все вместе. У них произошел раскол. Это, блин, как так-то? Это вообще что? I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Tyrian Ark. What's the word on the Tyrian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Капец, Who уничтожен. knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Это точно. Service before self gets drummed into us Это at их boot camp. религия. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Так всегда. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know? Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. Это Найрин, боже мой, это брат Найрин. Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Господи, я не успела сделать скриншот. Так. Чаек вкусненький ставим. Итак, это просто вау, открытие. Сейчас я хочу еще раз, и я хочу это запечатлеть. Серьезно. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know? Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Это... Ага. Боже мой. Правда, он еще не знает, что он Найрин. К сожалению, больше нет. О, боже ты мой. Аж мурашки по коже. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket. We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. It's rough out there. I might need backup if you can spare the people. I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. In fact, I could give you authority to dispatch them. It'll cut down their response time. Thank you. Our current ops are on the terminal. See if there's anything that could use a shot where it counts. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Ни туда, ни туда. Так, инициатива Андромеда. Инициатива... Ну, оп. Инициатива Андромеды, ополчение и Апекс. Несмотря на то, что столкновение с агрессивными местными народами было вполне вероятным сценарием,
Политические, философские, экономические ограничения в Млечном Пути лишили инициативу Андромеды возможности иметь постоянную армию и сколько-то значимое количество оружия. Вот это вот прям, блин, обидно. Оборону предполагалось основать на техническом превосходстве. Тем не менее, кеты оказались куда большей угрозой, чем кто-либо ожидал. Ополчение Нексуса было создано Тирианом Кандросом после того, как он оказался схвачен кетами и возглавил побег пленников. Вернувшись на Нексус, Кандрос и его команда первыми предупредили станцию о новой угрозе. И, несмотря на встреченные аргументы, создали и вооружили ополчение. Сегодня в нем больше 300 активных участников и 150 резервистов с самыми разными опытом ведения боевых действий. Кандрос называет Апекс длинной рукой ополчения. Бойцы Апекс, выбранные за боевые навыки и опыт, довольно малочисленны, но вместе способны решить сложнейшие задачи. Большая часть бойцов отказалась от статуса поселенцев, сконцентрировавшись на орбите. Вот это вау. Так, ну чего вам надо, Кора? Кора или ладушки, оладушки, нова. Десантница Азари. Умение, сила и восстановление щита. Да. Так. Тудысь. И меры защиты тоже. Максимальный запас здоровья. Так, подтвердите, выйти. И Лем Коста. Специалист по ЧС. Что случилось? Да, боевая тренировка туда же. И защита туда же. Подтвердите, выйти. Все. Потом решим, что ты будешь делать. Честно, честно. But the planet was toxic. What if they store oxygen in porous tissue, like Quiro's rockfit? You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Herrick. My colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. I'm usually out in the field, but I wouldn't mind talking shop, or lab, you know. You are always welcome. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Вот один известный соларианец с вами бы не согласился, потому что он считал, чем ограниченнее возможности, тем больше и усерднее и интереснее становится исследование. Pathfinder, those bioscans are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? Да, вообще ли? What conservation effort? Ah, my thesis is on the console there. Broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both galaxies. If you donate more bioscans and samples to the catalog, I can get you a finder's fee. Tempted? Конечно, интересует. Вот меня, правда, напрягает вот эта вот бедная статуэтка Азари, которая может вертеть только головой. Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Соберись, тряпка. Your work is important. Don't lose sight of that. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and I need to know. Engineering reports. Hyperion power. The beauty of the cosmos unfolds in your planet scans, Pathfinder. But there is more they can do. Do you have something in mind, Doctor? Plans for a school are underway to inspire a new generation of young minds. Интересно.
I want to craft a model of the cluster for them, accurate and splendid from your data. My prototype is on that console. Add more scans to improve it, and I will share my educational budget with you. And my thanks. Please be advised that Hyperion docking procedures... Hi, Pathfinder. Want to hit some rocks for science? We need a rock. Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Прикольно. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? И это круто. Итак. Последнее предложение профессор Герик и другие. Поскольку мы бесспорно являемся для Андромеды инвазивными видами, мы еще успеем оставить свой след, но действовать надо осторожно, стараясь сохранить все, что из-за нас может исчезнуть. Скопление Лея бросило нам неожиданный вызов. Мы прибыли сюда с запасами семян и образцами ДНК, чтобы сохранить биологическое разнообразие видов Млечного Пути. Но эти территории пострадали от скверны, и их уникальная флора и фауна оказались под угрозой. Их также необходимо защитить. Ну, пока так. Пока просто ходим, бродим, читаем. Ну, серьезно. Экшен, это, конечно, классно, но я все-таки приверженец лора. Ну, блин, ну без лора это пустая баночка. Фиг знает с чем. Так, описание обновления, бла-бла-бла, модель скопления. Такс. Важный фактор. Наши дочери не будут знать, что такое криостаз. Что такое 600 лет сна. Ну, тут чуть-чуть еще осталось. Чуть-чуточку. Так, консоли. Тем более, где эти еще консоли, к которым надо приконсолиться. Так, получится сканировать планеты на Элее. Держите. Так, не хочу, я пойду вот сейчас решу проблемы Турианки, а потом мы решим, что нам делать. You're in the forest? What? Pathfinder. No time for our beer yet. Да. This place is А a хотел mess. шампанского. Security is, let's call it strained. I can believe it. Nexus is running on empty. Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for Frontier. We know Ket are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. They were frustrated. If they just wanted to kill, they could have fought to the last here. Apparently we're the big hope for everyone. Not the Hyperion showing. Just us. I'm with you. It's just... Ой, ясен a пень. lot. As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Это точно. Double down crisis mode. I can do that. We can do that. Специалист по что случилось. Окей. Так. Леди Турианка. It's not right. It's not fair. Ну что ж такое? What's wrong? Oh my, you're... So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have... There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Okay. Пойдем. I'd be happy to. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell Nilken I love him. Ясен пень, ты его любишь. Так беспокоится, боже что мой. Да, тем более еще и мужа вывели из криосна. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, с другой стороны, очень плохо. Ты
Потому что теперь вот такая ситуация идиотская получилась. Help you? Pathfinder Ryder, here to see Nilken Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilken, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanted to chat with you. The Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Так, я здесь не для этого. I'm not here to exile you. Told your wife I'd look into things. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Это очень странно, потому что, если вы знаете турианцев, у них на лицевых пластинах есть татуировки с их колоний, с которых они... где они родились. Ну, типа... Боже тупой. Я только что поняла, что у его жены, у него нет этих татуировок. Вот это уже интересно. Как так? So when he was killed, people assumed you did it? For good reason. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired. Ouch. A witness saw the chief's chest explode. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. Так, теперь пойдем, блин, за уликами. А вот у него есть. No news on the Turian Ark yet? Or is this militia business? I spoke with Nilken Rensis, the man found guilty of the murder on Eos. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high-ranking officer was killed by one of our own. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. Doesn't seem right to put all that on him. Of course it isn't, but that's the perception. Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. Вот это так себе защита на самом-то деле. That is the difference between murder and accidental death. In this case, motive plus opportunity plus eyewitness account equals murder. Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. And there's a recording of the perpetrator threatening the victim. I'll let you cue it up on the console there. As far as I'm concerned, this case is closed. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Kandros for authorization to participate. Супер. Так, статус Апекс, лейтенант, если судить по рапорту, мы так и не смогли закрепиться ни в одном из секторов. Вряд ли мы чего-то сможем добиться без должной разведки и точных сведений о врагах. Риски, а также постоянную растрату ресурсов и жизни уже вряд ли можно назвать оправданными. Боевой дух крайне низок, и не стоит ожидать от солдат слишком многого. Кандрос. А что сделать? Окси, привет. Окси. Как у Оксимарона. Прикольно. Так. Запись здесь. Nexus versus colonist Nilken, evidence 7A. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilken. We're taking it back. Самая. No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... Сердито пыхтит.
Get him off me! Get him off me! Cassidy Shaw? I'm Ryder. I'm looking into the Nilkin murder case. Oh man, I thought that was over with. Have you heard the audio recording of their fight? Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the Chief. He looked right at Nilkin and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. Так, вот это интересно. Did you see any Ket in the vicinity? Nilkin said so, but not that I could see. Still, the sandstorm was severe. Visibility wasn't great. Новая? Ты имеешь в виду, если Андромеда, то это очень-очень старая. Вот. Подтянутая, собственно говоря, переделка после многих лет, потом моды. Я Андромеду обожаю, честно, очень обожаю. Не за графику, а за именно лор, за мир, за пропись каждой деталечки маленькой. Боже, она шикарна. Обожаю ее. А если ты про вариант Mass Effect Legendary Edition, ну, Массыч и Массыч. Хороший, красивый, с кучей фиксов. Но все равно моды решают. Такс. Did Nilkin seem remorseful? I lost sight of Nilkin in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Конечно. Could have been guilt. The reality of the act sinking in? Да нет. If they'd fought and Nilkin threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Fronts fight, say things they don't mean, maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. Друг друга, ёпта. To me, that's the saddest part. The Chief's heart was broken right before it exploded. Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. I appreciate the information. Of course. It kills me we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Important piece of a murder investigation. Tian wouldn't allow a mission to go back for him. Said it was too dangerous. Ах, супер, блин, теперь это танк. Ну, ящерица. Пец. Something I can help you with? Бесит. I'm looking into the Nilkin Rensis murder charge. And? I want to go to EOS and retrieve Chief Reynolds' body. That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda, and I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. По факту ее очень давно поправили. Вышло много патчей официальных, по-моему, 2. Вот. Маленькие репатчи по мелочи очень сильно постарались изменить лицевую анимацию, что в принципе достаточно хорошо получилось. Но все остальное осталось на прежнем месте. Ну, плюс еще куча фанатских модов, с Nexus мода. В принципе, из нее можно сделать что-то очень красивое, но, к сожалению, так как она не оправдала надежд и желаний поклонников серии Mass Effect в прошлом, она забыта и положена многими на полочку. I'm hoping it proves something else happened. This case has been a political nightmare. With all we've been through, the people need stability. I hope anything you find reaffirms what's been done, but if it sheds a different light, we'll deal with it. We'll send the coordinates of the murder scene. Good luck. Спасибо. Ура. That's all. Thanks for your time. Так, of course.
Теперь что? Посмотреть место убийства. Вы интересные были. Типа я куда-то там должна идти. Первый удар. Так. Доступ к терминалу. Герик работает над проектом сдерживания местных форм жизни. Нужно полететь скопление и провести сканирование неизвестных существ. Да, буду до конца проходить, и это очень долго. Плюс это слегка по-гиковски, потому что я обожаю лор, обожаю мир. Текс. Вот. И это будет достаточно долго по факту. Так. Да. Ну смотри, в третьем Mass Effect было, оно есть, дополнение Омега. Там есть турианка, собственно говоря, которая, к сожалению, погибает. Главная любовь нашей Арии. Ну вот мы обнаружили братика ее здесь. Здесь, на Нексусе, в Андромеде. Как тебе такое? Мне понравилось. Приоритетные задачи. Первый удар с чистого листа. Поговорить с Сэмом на Гиперионе. Ага. Понял. С чистого листа. Так. Пойдем тогда на Гиперион. Поговорим с Сэмом и чуть-чуть почитаем кодекс. Нексус. Тирен Кандрас. Собственно говоря, вот ее и братик. Во время собеседования Тирен Кандрас сказал, что имя получил в честь предка, захватившего Дредноут во время Округанского восстания. Родители ожидали, что он оправдает такую честь. После прохождения воинской подготовки в 15 лет Кандрас вырос в звании и был назначен в Сагирус-8, одно из турианских подразделений по борьбе с терроризмом. Ходят упорные слухи, что турианская иерархия отправила Кандраса в инициативу Андромеды, сомневаясь в искренности руководителей последней. Кандрас отказался комментировать это, сказав, что присоединился к инициативе из-за сложностей в семье. Конечно, когда сестренка сбежала и стала офигенной преступницей. После прибытия на место Кандрас покинул станцию, чтобы защищать разведывательный отряд, и был схвачен кеттами. После этого он возглавил побег из пледа и вернулся на Нексус, основав там ополчение. Первопроходцы. Задача первопроходца. Первопроходцы – первооткрыватели в деле освоения новых планет. Обычно планетарная разведка ведется долго, множеством отдельных команд, но Алек Райдер предложил инициативе другой подход. Действовать должен идеально обученный и снаряженный специалист с помогающим ему искусственным разумом. Такая команда сможет проводить сложные исследования за секунды и сотни различных симуляций за минуту. При поддержке искусственного разума первопроходцы могут за несколько часов определить, подходит ли планета для заселения, и указать Нексусу, какую группу поселенцев готовить. Первопроходцы умеют поднимать перспективность планеты для заселения, устанавливать первый контакт с неземными народами, находить подходящие места для аванпостов, разбираться с угрозами задолго до того, как прибудут первые поселенцы. Присутствие первопроходца является гарантией того, что планету можно заселять без опасений и с надеждой на успех. Это уже тоже хорошо. Так. Ну, что тебе еще надо, журнал? Да, понятное дело, это мы все в саботаж на станции. Мы все выполним. Дополнительные задачи, бла-бла-бла, сканирование минералов, доступ к терминалу. Это мы потом сделаем. Это когда все, собственно говоря, закончится. Нам опять надо куда-то. Куда-то. Так. Ой, опять не докапка. Слишком длинные пальцы. Да. Конечно, будут дела любовные, это прям must-have. Вообще ни одна Андромеда или кто-то там еще не... Как бы без этого не проходит. Блин. Там много чего интересного может быть. Ну, собственно говоря, не может быть, а будет. С Джалом.
Это тот самый, который похож на котика. Это будет в будущем. Потому что в первый раз, первое прохождение, я очень сильно, как сказать, пролетела, и у меня получилась любовная ветка с человеком. И очень такая скучная, если сказать. Вот. И я такая, да блин! Да как так-то, Михалыч? И расстаться с ним не получилось. Я такая, ну все, значит. Так, модуль Сэма. Так. Сэмуайсис Гэмджи. Ты у меня где? К какому там, чего там тебя подключить месту? О! Радуйтесь. Это интересно. Подождите, а чё? Пум-пум-пум. Подождите, а чё, моя каюта, что ли? А жилая палуба. Чья-то каюта. Или моя, или не моя, не пойму. Книжечки. Printed books. Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th century. Это папа, скорее всего. Explains Dad's interest. Да. They were pathfinders too. Ага. Куча оружия. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times. Так, сейчас. Скриншот. Перик. Ага. А, почему она исчезла? И куда ты... Куда? Ты, не знаю, ты в свою каюту это все перекинула или нет? Пистолет. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. Я, блин, I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. На полочке стояла Нормандия. Маленькая такая. Так, Нормандия. Система архивации. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. Ну ладно. Да. Такс. Общие записи. Я вот не помню, ну, типа, я ее просканировала, она такая куда-то делась. Надо посмотреть. We're pushing off from Earth. We'll jump through a few relays first, and then we hunker down for the long trip across dark space. It's daunting thinking about all the hopes and dreams aboard the Hyperion. I certainly have my own. I wasn't the husband or father I should have been. Here's hoping 600 years can change a man. Не-а. Sam, this is a reminder about Dr. Liara-Tassoni. Sorry archaeologist I corresponded with a few years back. She's got experience studying ancient cultures. Make sure the team gets her research. Could be useful in Andromeda. Liara-Tassoni, huh? She studied the Protheans. When my team used to dig up artifacts, we'd debate her work. She had some pretty controversial theories, as I recall. Never gained much traction. I have loaded Dr. Tassoni's research onto datapads. Любимка. Ой, сколько отсылочек, боже ты мой. Надо приучить себя выкладывать все скриншотики, все отсылочки в группу. Hello, Alec. This is Dr. Tassoni. I'm flattered you contacted me. Most scientists dismiss my work, but I'm young and Asari, and they are getting older. So we will see who has the final word. In the meantime, I'm happy to pass along my research. I hope your team finds it useful. Слышать ее голос здесь, это божечки, кошечки. Как классно. Фух, выдохни. Hello, Alec. I received your message. I must say the thought of exploring another galaxy has my head spinning. I am honestly not sure how people could survive a trip like that. And anyway, I could not bear to leave the Milky Way behind. There is so much about the Protheans I still hope to learn here. So much potential wisdom to tap. I wish you much good luck and future success. Круто. Dunn's agreed to a scouting mission on Habitat 7. I'm gearing up now.
I'm worried about Scott. Dr. Tapero says he'll be fine, but Спасибо. he's my son. How can I not worry? I hate to leave him like this. Да, что, кис, что, кс-кс. Иди сюда. Иди сюда. Скажи всем Мур. It's these moments when you wish you told your children you love them more often. Все. Это кошка. И это бедно. Сиди спокойно, колешка. Kids, if anything happens to me, there are things you're gonna find out. I hope you'll understand. Все хорошо, просто, у меня название канала Анна Шепард, я являюсь админом группки биоваров по Массачу, и вообще, это классно, да, кошка? Ну вот, еще один участник стримурма, да, который требует вечно 100-500 раз поглаживания, это еще раз целование в лобик. То будет огорчен. Так. That log is inaccessible at this time. Ладно. Ну типа не That время. log is inaccessible at this time. Ладно, выйти из системы. Окей. Сохраняемся. Зевай. Зевотка. Зевотина. Кофемашина. The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you. Needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a bean. And now you know what humility feels like. Ну, как бы по факту, да, многие, но, как говорится, классика вечна. А комп у меня новые современные офигительные игрушки не тянет. Собственно говоря, попытка накопить на что-то новое пока сильным успехом не увенчивается, скажем так. Ну, классика вечна, в конце концов. Есть целое поколение, выросшие на Mass Effect, как я, допустим. Кто-то вырос на Драгонаге. Какие еще классные? Даже не знаю. I am Dr. Liara Tassoni, and I've spent several decades researching ancient Protheans. It is common knowledge that the Protheans were an advanced race that flourished in the Milky Way about 50,000 years ago, then went extinct. Even at the time of this writing, the year 2182, their culture remains a mystery. During my studies, I have developed some practices that can be used when analyzing any ancient culture. I hope they may prove useful for the research community. Даже сюда она приложила свою лапку. Лиарка, обожаю тебя, боже мой. Я обожаю эту синюю женщину. Ну, некоторые, да, как бы это сугубо мой вкус, сугубо как бы мое личное мнение. И достаточно, да. Ну вот чего, собственно говоря, стоит вариант игры Detroit Become a Human. Я, допустим, не знаю ни одной старой игры с таким вариантом веток. Но, допустим, господи, как эту игрушку называли? Забыла, мне все советовали. Пройти, она очень сильно похожа на Dungeons and Dragons. Ей, допустим, сейчас равных не придумали. Ну, люблю я Массач, что ж делать. Еще я люблю всякие отсылочки искать. Это очень миленько. Только надо приучить себя эти отсылочки вставлять в группу, чтобы со всеми делиться, чтобы всем тоже было миленько. When studying a dead race, the most obvious problem is the lack of an observable population. This raises the question, when is a species truly extinct? The Prothean civilization spanned the galaxy, and it took centuries to confirm that all members of the species really had died out. While it's possible that living Protheans may be found in a hidden pocket of the galaxy one day, the chances are statistically trivial.
Once an extinction is confirmed, the study's nature moves from sociology to exoarchaeology. When studying an extinct race, it is important that our preconceptions and current knowledge not color the facts. We must look to the evidence itself. The Protheans constructed the Citadel and an incredible network of mass effect relays. This speaks to a culture of the highest order. Such a monumental achievement surely must come from an enlightened race that was in harmony with its people, free of conflict and strife. Without the ability to study a living example, however, this can never be determined with 100% accuracy. Завтра надо будет пораньше сесть поиграть. Итак, Сэм, here I am. Hello, Ryder. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential? You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Это уже интересно. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Wow. Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. Да, была какая-то миссия на Луне. Me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Нормально. Your father preferred to keep this fact to himself. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI, so what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Нет, пришлось разбить ретранслятор. Ну вот, вопрос же то же самое. Чем искусственный разум отличается от искусственного интеллекта? Okay, well, just as long as it doesn't hurt. The only pain is that which life provides. As I've discovered, this can be a lesson in itself. It's one I'd rather avoid. So where do we go from here? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. Конечно же нет. But not without recourse. The further you Он же explore as a душка. Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. Это я In уже the meantime, сделала. unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. О! Так, я лазутчик. Профиль позволяет Сэму перенастроить имплант первопроходца для лучших показателей на поле боя. Чтобы активировать профиль, выберите его. Кстати, да. Вот в чем фишка. Это еще одна фишка Андромеды, на которую очень многие забили. Если в Масача ты типа лазутчик и все, то здесь ты можешь быть такой фигак, и ты, допустим, солдат.
Фигак, и ты лазутчик обратно. Круто! Солдат это чисто такой вот. Развивайте боевые технические или биологические навыки, чтобы открыть новые, более сильные профили. Штурмовик такой себе, страж, адепт, инженер, исследователь, лазутчик. Чё лазутчиком? Да. Я пока лазутчик. Ой, назад. Все. Ага. Типа. Итак, окей, давай еще поговорим. К сожалению, да. Аленку мне не удается спасти. Вот уже как два прохождения. Коська, Коська, ну пожалуйста, давай вот в эту сторону повернись. Вот так будет хорошо. Все. Ну что нет? Ой, все, кошка обиделась. What more can you tell me about my implant? The implant itself provides me with direct access to your senses. I can see, hear, and experience the same stimuli you do while in the field. This raw data enables me to provide real-time feedback and analysis of the situation. Then Dad added the secret sauce. He removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology. Да, блин, супер. То есть, когда у нас будут амурно-гламурные дела, он будет собирать с ощущений... Ах! Воеризм какой-то. На самом деле, в Массаче на классы не только на это влияет. Осторожно. Uh-huh. Just promise you won't fry my brain or anything? Trust is an important concept in any relationship. Alec taught me that. I will not fry your brain. It would end badly for both of us. Me more than you. Ну, Мордин много о чем подсказывал как-то. Но это Мордин, а тут как бы мой имплант в тебе — это мое окно в мир. О, привет. Все работает хорошо, замечательно, спасибо. Только вот я не пойму, как это все выводить. I take it you're based here in Samnode? Correct. This is where my core processing unit resides. However, using quantum entanglement communication, I remain in constant touch with you and the Pathfinder mission team, even over great distances. И это очень хорошо. What are your capabilities? Each arc houses a SAM, Simulated Adaptive Matrix. Each is an artificial intelligence designed by Alec Ryder to support Pathfinders and their teams. But AI is illegal in the Milky Way. How did my dad get around that? Exceptions were made. The initiative deemed his research vital to the mission. Our design was conducted in secret. Понимаешь, в чем дело? Так как он сотрудничал с Лярой, нет, даже за уши эту теорию про искусственный интеллект притянуть невозможно. Хотя... Нет. Потому что у Лиары, когда она стала серым посредником, был типа такой же летучка такая, кругленькая. Вот. Ну ладно. So there are other Sams out there? Correct. Лиара лапочка. Your father continued to modify my own routines until the Она Hyperion's просто departure. супер-пупер. I am the most advanced Sam in the initiative. What did he mean by a symbiotic relationship? Symbiosis is a mutually beneficial relationship between two life forms. A flower provides nectar to a bee, who in turn provides pollen for the flower. The bee gains nourishment, and the flower can propagate. In similar fashion, my own evolution was shaped by your father's experiences, and will now expand with yours. In return, I provide you with capabilities and analysis beyond normal human faculties. We each benefit. Прикольно.
That's all for now. Of course. Так, ну теперь можно как бы сбегать еще раз в каюту папы. Тыри-ты-тыри. О! Sam? What was that? An eidetic trigger related to your father and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Sam node on the Hyperion to investigate further. Нет, я во всех прохождениях встречалась только с Гарус. О, этот голос. Восхитительно. Your father's personal logs. That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may enable it. That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may enable it. That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may enable it. That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may enable it. Так, ладушки, оладушки. Еще я иногда забываю нажать на кнопочку микрофона, поэтому могу говорить без звука. Упс. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific memories, which Alec wanted you to see. Давай. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your implant. Okay, something new every day. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Solarians, they're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. Right. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Да, блин. Напомни мне, кто такая Ветра. Мне что-то крутится в голове, но очевидно, это не очень важный персонаж. Ellen, what did the doctor say? He told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Wow, hearing Mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a stubborn man. Я не помню. Познакомимся, опять скажу. Ну, я не буду вас переубеждать в этом вопросике. Но это все-таки фанфик по Андромеде.
точнее, по Mass Effect. Так что это не совсем прохождение, это не совсем продолжение, это, не знаю, спин-офф какой-нибудь сериала, типа, как-то так. Ну, пожалуйста, делайте. Посмотрим. I would hope so. Mom's life was worth fighting for. It would seem his obstinance extended to me as well. Конечно. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. Что-нибудь I detect интересненькое. additional memories, Посмотрим. but they are currently logged. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. That's all for now. Of course. Такс. Угу. Сохраняемся. Ну да, их там 5 концовок. 3, ну типа 2 классические, 3 фанатская, 4 и 5 практически одинаковые скрытые. Райдер. Но, алло, гараж. Крепкие узы. Вы до сих пор скорбите о потере человека, которого вы любили и уважали. Вы надеетесь, что достойно почтить его память на посту первопроходца. Вы решили выяснить причину, по которой отец решил сделать вас первопроходцем. Супер. Инициатива Andromeda. Сэм. Самоизучение свойственно всем разумным существам. Так что Алек Райдер попросил меня составить эту запись. Я самообучающаяся электронная матрица. Сэм. Искусственный разум нового поколения. В отличие от большинства искусственных разумов, я связан с нейроимплантом, открывающим мне доступ к ощущениям и эмоциональным реакциям хозяина. Иначе говоря, я напрямую получаю человеческие переживания, что позволяет мне выйти за пределы базовой программы. Я, в свою очередь, выделяю вычислительные мощности и осуществляю рациональный анализ, помогая первопроходцу. Физически я нахожусь на сервере, установленном в модуле Сэма на ковчеге Гиперион, но квантово-механическая связь позволяет мне виртуально быть рядом с хозяином. В случае крайне тяжелого ранения или смерти первопроходца, правило подразумевает, что я передам доступ к себе следующему в очередь. Это понятно. Pathfinders. И напарники. Да нет, просто последние 2, они слишком похожи, поэтому их не считают. Типа, 4 это когда ты стреляешь в этот высший разум, да? В цитадель, в синтез. Вот. Не в синтез, а в этого создателя, да? В мальчика. И 5, когда ты, ну, типа, просто стоишь, он такой, ну, ты стоишь, значит, все продолжится. Все. Первопроходцы – высококвалифицированные исследователи, ученые и солдаты, но в связке с искусственным интеллектом, выполняющим квантовые вычисления, они становятся незаменимыми. Моя матрица, разработанная Алеком Райдером, была основой для множества версий Сэма, предназначенных в партнеры тому или иному первопроходцу. При этом каждая версия находилась в своем ковчеге. Природа искусственного интеллекта такова, что размещение каждой версии Сэма на другом оборудовании приводит к множеству мелких изменений. Результатом становятся уникальные личности, похожие на меня, но в то же время имеющие фундаментальные отличия. Партнерство с первопроходцами дает возможность постоянно развиваться и усиление сопереживания по отношению к органическим существам. Первопроходцы проходят углубленное психологическое обучение, прежде чем устанавливают связь со своим и партнером.
Полный корневой доступ к ИИ без достаточной подготовки может привести к неожиданным и нежелательным побочным эффектам. Однако те, кто подготовлен и полностью синхронизирован со своим Сэмом, способны на невероятные свершения. Первопроходцы импланты. Первые импланты для первопроходцев создала доктор Эллен Райдер. Передовой специалист в области биотической имплантологии. Если биотические устройства усиливают и фокусируют сигнал нервной системы, то имплант первопроходца обладает более широкой функциональностью, подключаясь не только к нервной системе, но и к кровеносной, эндокринной и выделительной. Работая в связке с искусственным разумом, имплант полностью раскрывает свой потенциал. Имплант обеспечивает двустороннее подключение, позволяя мне наблюдать за физическим и психологическим здоровьем хозяина, вырабатывать и изменять электрические сигналы в его нервной системе, которые тело воспринимает как собственные. В сложной ситуации я могу вмешаться, улучшить время реакции первопроходца, воздействовать на двигательную память, усилить биотические способности. Скорость квантовых вычислений позволяет мне реагировать быстрее, чем это может делать хозяин. Главной сложностью при создании импланта было уменьшить квантово-механический коммуникатор настолько, чтобы он поместился в нейроимплант. Именно коммуникатор позволяет мне держать постоянную связь с хозяином. Сколько читать всего. Ага. Да, у него было L2. Бро или амнезию. Кстати, не играла. Можешь рассказать, что это за игрушки? Так, с чистого листа. Так, я уже на корабле. Что мне делать дальше? Еще ниже спускаться. Ладушки. Атриум. Маратриум. Pathfinder, it's good to see you. Word is there's been trouble on the station. Что ж такое? We just got here. How did you know that already? Word gets around. Does it now? People talk to me? Anyway, as soon as we establish outposts, everything will even out. I'm sure of it. Ясен крендель. What about your family? I'm an orphan. My parents died on the Mindoir colony when it was attacked years ago. No siblings. I left some friends and distant relatives behind. I love piloting. But I like the idea of going back to my roots and farming like my parents did. Someday. Why did you join the initiative? Так можно со всеми поговорить. The most popular question on the station. Honestly, I wouldn't have known about this project if Nozomi hadn't reached. Nozomi? Nozomi? Это кто? Captain Dunn. Dunn. Of all the captains I've piloted for, she's the best. I've always been a wanderer at heart. When she asked me to be her pilot, how could I say no to the adventure of a lifetime? How do you feel about all this? Hopeful. I know, it's a rose-colored... Someone's got to keep the positivity coming. Как бы да. Хотя бы кто-то. Have to go now. You be careful. Кстати, хотя бы так, хотя бы, один позитивный человек. Ладушки. Вот, кстати, да, мой админ, один из админов канала, очень настаивает на том, чтобы я ее проходила. И, во-первых, у вас, скорее всего, лопнут барабанные перепонки от того, как я визжу. Вот. А во-вторых, я рискую схватить этот инфаркт. Как вариант. Но просто вот вопрос, куда ее воткнуть? Слушай, если тебе не сложно, напиши, пожалуйста, мне в группу. У меня там есть список. Конечно, старый список игр. Или оставь комментарий под трансляцией в группе ВК. Чтобы я игру не забыла. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation.
But at least we'll be doing it in style. Вау. Ага. They call her the Tempest. Бурюшка, какая она шикарная. Это, конечно, не Нормандия ни разу, но посмотрите. Ну, хвостик, как у Нормандии. Какая пуська. Так, все, от тебя я жду комментов в группе, чтобы не забыть игрушку. Let's go take a closer look. Да. Бурюшка, буря. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. Да, на 14 месяцев. So you're the one who's making everything У happen. меня есть группа ВКонтакте, она есть в описании. Вот. Есть Veteran. группа биоваров, а есть Veteran конкретно моя Initiative Wrangler, группа. Provisioner, Gunner, Как and стримера. everything in between. Are У we меня там ready? сейчас проходит The sooner we get out трансляция, of here, так the better. что можешь You're коммент прямо coming под with us? трансляцией оставить. Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. What's the rush? Just don't want to waste any more time. Hold it, hold it. You're not going anywhere. Damn it. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with the family, Турианцы и didn't you? турианки, это да. Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. Конечно, он не относится к важному персоналу. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Thank goodness. For a sec, I thought I was going to have to deal with Addison again. And no one wants that. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Ну, как бы логично. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Так, вроде бы ничего дополнительного я не пропустила. Хотя там был стол, к которому я, по идее, бы должна была бы подойти. Ну да ладно. Everything state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Ah, glad to see you looking well. Тетра 2 метра. Прям в рифму. The engine core is based on the Arc's Odyssey drive. Что хоть It runs a hell of a lot quieter. сама Роми тебе That's не Gil очень Brody. нравится, Engineer, но mechanic, all-around wrench Ветра jockey. захватила твое сердечко. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Она стройняшка. And Ryder, of course. All run by Suvi Да-да-да. Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. It's really going to be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Вау. Очень мило. Better head to the bridge when we're ready to go. Ладно, это, конечно, замечательно. Я могу отсюда выйти? The meeting room. You can make vid calls from the central table or just get the crew together. Ага, это мостик. Я не пойду на мостик.
Боже ж ты мой. Я нормально не могу здесь ходить, у меня флешбеки. Я такая, сейчас открою дверь, а там Джокер. Я такая... Все, выдохнули, выдохнули, я сказала. Вдохнули, выдохнули. Так. Да-да-да. Our tech lab is an engineer's dream. It's perfect for any delicate technical work. Some serious kid over here. Да, ты сам в цветах сидишь. Так, спокойно. Так. Нет, подожди, лифт. Лифт, значит, вот сюда. Выходить, значит, вот сюда. Подожди. Я просто сейчас хочу проверить, все ли я там сделала, оставила, чтобы вылетать нафиг. Ой. Так? Че не так-то? А, вот так. Ладно. These are the Pathfinder's quarters. Your quarters. Sam's router is down there too. Супер. Я вообще-то как бы выйти хотела. Кстати, вот. Вот она, коллекционная модель этой Нормандии, которую я... Ну, это же человек. И в космических сагах делать романы с людьми, ну, это, не знаю, это как будто бы типа в чем-то необычном искать что-то очень обычное. Выпустите меня! Блин. Меня никто не выпустит, походу. Все. Абзац. А это душ. Да-да-да, за всеми можно подглядывать. Так. Душевые, сортирные. Человек-молекула. Most of the crew bunks in here. Cozy, huh? But your room's got more of a view. Да, понятное дело, что красивее. Собираем информацию экипажа. Может, поможет мне кто-нибудь диван передвинуть? Не прямо сейчас, но списки я уже составляю. Лучше, если биотик или тягает железо. Плачу пивом или что там еще есть, Лиам? Комментарии. Это серьезно, Суви? Я не шучу, когда дело касается удобного сидения. Хики, привет! Да, это спин-офф Mass Effect. Отвалите просто. Это мой любимый фанфик по Mass Effect Andromeda. Все. Я его люблю и уважаю. Все. Вот. Вот так вот. Новый инфосеть. Поздравляем. Первопроходцы с успешной установкой инфосети. Теперь вы и ваша команда будете в курсе последних событий на буре. И инфосети. Комментарии. Я всем дала пользовательский доступ. Попробуйте. Ну ладно, раз мы никуда... О! Отсылочки, отсылочки. Боже ж ты мой, это отсылочка, это отсылочка. Ха-ха-ха. Какая милая отсылочка. О. Уф. Кто игрушку знает? Поднимаем лапы, пишем комментарии. Это я верезю, как это. Так, я так поняла, что выйти мне отсюда никто не даст. Ну да. Ну и ладно. Ой. Hello, Ryder. Здрасте, доктор. Excuse me. I need to make sure we have everyone's medical files from the Nexus. Come by after launch, and we can catch up properly. Я не думала, что она полетит с нами. Все получится. Тебе не нужно, чтобы старик на пару сотен лет моложе говорил тебе, что ты готова. Но я все же скажу, потому что это правда. Каждый из нас бережет своего райдера. Гарри. О, мило, 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 мило. Так. Ветра. О! 4. Так,
Энергоброня, оглушающий выстрел, трианская контрабанди. Эксперт в обороне. Так. Тырень. Эть. Ну и сюда же. Ах ты. Ну и ладно. Угу. Странно, странно, странно. Странно, странно, странно. Как-то... О, мне еще вот с этим совсем разбираться, божечки, кошечки. Она сама меня чмокнула, вообще-то. Моя Шепард была в афиге. Как и я. Это очень женщин смотреть на стриме. Чертежи брони. Целых 11, офигеть. Как я их могу создать? Короче, никак я их не могу создать, да? Ну, типа, очень интересно. Ладно. Я вообще не понимаю, как. Ладно. Поймем потом. Да. Исследование. Чертежи оружия 13 штук. Целых. Блин. Да, ни кремния, ничего нет. Обидно, досадно. Ну и пофиг. Ресурсы. Технические минералы. Омнигель, это понятно. И утиль. Да ладно тебе, боже что. Слушай, не знаю, может, у тебя уровень сахара упал? Может, надо как-то это, не знаю, что-нибудь чай с сахаром попить, к примеру. Фиг тебя знает. Так. В смысле? Ах, японский городовой. Видно. Так, ладно. Назад. Да ё-моё. Вот. Так гораздо лучше. Тоже может быть. Так, граждане, мы тут с вами почти 3 часа катаем. Я хочу на перерывчик быстренько. Скоро вернусь. Так, да. Тут даже обидно, что даже никакого звукового сопровождения вам поставить не получится. Потому что тут все по какой-то непонятной причине молчит. Что-то есть какая-нибудь музычка. Даже в моей каюте музыки нет. Все издевательства. Бесит.
Всем привет. Хики. Ну, давай пробуй. Надеюсь, все получится. Интересно, и где же тут доступ до брони? Почтовый терминал вижу. Интервью. Райдер. Керри Твеса. Первопроходец. Я снимаю фильм. Мне нужна помощь с последним проектом. Он будет настоящим историческим событием, как и ваши подвиги. Вы можете встретиться на Нексусе и поговорить. Мне проще все на словах объяснить. Конечно, можем. Это потом. Verifying my connection from Hyperion to the Tempest. The Nexus confirms we're free to depart. Ну, не уставшая, просто грустненькая. Что сразу уставшая? The Nexus confirms we're free to depart. О, нашла. Чего? Из где? Ты как там оказался? Ага, зашибумба. Вау, мне пойдет. Так, оттенок по умолчанию. Нафига мне свои оттенки? Мне как бы броня нужна. Алло. Ладно. Вот и я о том же. Спасибо. Как там оказался? Боже ж ты мой. Как тебя туда ноги занесли, завели, боже. Ладно. Сейчас я хочу со всеми поговорить и все тут разведать. Так. Ты там службу, что ли, проходишь? Офигеть. Ты срочник? Или контрактник? Securing cargo and checking everything made it on board. The bridge report's ready. Супер. Спасибо, что она не говорит, я нахожусь в стадии калибровки. О, связист. Ха, круто. Ryder. Сколько тебе еще служить? Finalizing orders, flight plan, command access. Ready when you are. Райдер. Ага. Каюточки. Оружейные. Оу. Нормально так. Хлопья. Круто. Чай. Все, меня кот обиделся. Так, тут у нас ядро. Ух ты. Кстати, выглядит ядро, по-моему, так же, как и на Нормандии второй. We're almost out there. Hello. Finally. I've just got to finish this download from the Nexus. We'll be ready for launch. Хорошо. Так. We call this the research room. You can run research. Да, перестаньте! Перестаньте тараторить, дайте мне. Please speak with Tyrion Candros for authorization to participate. Seems like we're forever racing, but there's always time to check out new toys. Useful ones. I'm all about what's useful. Oh, this is. Especially if you grabbed anything from Habitat 7. Raw minerals. Все сможешь, я в тебя верю, matter. Тишкан. The research station will strip that stuff down and give you options. Ну что сразу портянки-то? Нормально все будет.
Options are good. We need more of those. For everybody. Yeah, well, everybody should be so lucky. This tech is aces. If the best we get is what we make, still the best. Check it out. Вау. Научный терминал. Исследование. Чтобы разблокировать новые чертежи и усиления за научные данные, откройте исследование. Разработка. Чтобы использовать полученные чертежи, собранные материалы для создания снаряжения и улучшения кочевника, перейдите к разработке. Ну, тоже неплохо. Ага. Исследование. Очки научных данных, полученные за сканирование, дают доступ к чертежам нового оружия и брони, а также открытию мощных усилений. Исследования. В каждой категории исследований есть различные типы научных данных. Млечный путь, LA и реликты. Выбрать категорию можно, используя Q и E. Исследование. Выберите чертежи или усиления и нажмите пробел для начала исследования. Ага. Сколько ты стоишь? То есть непонятно, да? Так. Кроконский молот, нафига он у меня? Циклон. Разрядник-дробовик. Песочная буря. Пистолет. Штормовая, шквал. Шива-валькирия. Любимчика. Понятно. Снайперская винтовка покоритель. Сокол, фантом, ураган, пистолет Н7, орел. Ага, шершень. Коготь, скорпион, пиранья. О, все мои любимые. Карбин, дробовик, ригар. Дробовик-крестоносец, дробовик Веном, Индра, Н7 храбрец, черная вдова, аж пропела меч Азари, что? Охотница Азари мастерски умеет подкрадываться к врагу и убивать его бесшумно. Многие сочетают применение биотики с холодным оружием, бросаясь вперед на невообразимой скорости, потом наносит дополнительно усиленный удар. Охотниц не так много, совершаемые ими убийства обычно очень важны для победы Азари. Коська, привет. Ты на контракт ушел? Япона, а сколько тебе там по контракту еще служить? Да, что такое, что? Простите, у меня тут это... Вот. Ай, все, кошка, давай укладывайся, вот так вот и сиди, лежи, и все, и мурчи. Дай покатать. Кроганский молот. Сила этого механического молота дополнительно увеличивается полем эффекта массы и высокоточными поршнями. Молотами обычно пользуются вожди Кроганов, хотя эта модель специально приспособлена для использования сильными людьми и молодыми Кроганами. Так, я хочу черную вдову. Ладно, хотеть не вредно, как говорится. Оружие, броня. Так. Ну, понятно, в общем. Ой. 140. Ага, то есть броник я все-таки могу создать. Защитник Элея. Сколько ты стоишь? Ну, за 230. Угу. Необходим уровень 5 шлем.
Ну, я, наверное, все-таки покоплю для начала. Потом что-нибудь сделаю. Что, блин? Ты на сколько лет ушел на контракт? На 10? На 8? Капец. Твой подарок через группу, когда ко мне дойдет, непонятно. Тишкан, ну ты да. Ну вообще от тебя такого не ожидала. Это круто. Так. Возможно, здесь есть какие-нибудь патроны? Вот было бы неплохо. Капец. Усиление. Почему усиление? Спасибо. Усиление я люблю. Такс. 30-ка. Обидно. Эй. Вот это уже интересная система рикошета. Охладитель. Биоконвектор. Модуль конвертации. Боевой поддержки. Да, особое усиление при разработке может использовать только одно подобное усиление. Так, нифига себе, сказал я себе. Классно падают листья с ясеня. Особый боеприпас. Ага. Да что ж такое? Давайте. Завершив сможете распознать улучшение и сканирование окружения, затем использовать его при разработке. После исследования проекта оружия или брони или чертежи добавляются в раздел разработки, где их можно будет собрать. Исследовав улучшение, вы получаете одну копию улучшения и сможете находить идентичные. Супер. Так. Разработка. Господи, а где улучшение, кто мне скажет? Капец. Тишка, ну ты дал просто, вау. Я тут в офиге сижу. Так. Штурмовые винтовки, снайперские винтовки. Вдова. Гадюка. Клык. Раптор. Так. Чертежей. Доступно. Броня, оружие. А где? Странно. Ну, ладно, давайте сделаем какую-нибудь вкусную снайперскую винтовку. Хотите заняться разработкой Клык 1, он будет помещен в вашем снаряжении, доступен для использования на станциях снаряжения. Да. Капец, Тишкан. Так, ну допустим. Теперь мне надо типа в свою каюту, чтобы ее применить, наверное. Я в офиге сижу. Слушай, а к тебе посылки-то можно отправлять? Это всего лишь гардероб. Блин, ладно.
Где моя оружейная? Ага. Модель ракеты SpaceX. Она уже тогда существовала. Нормально. Ладно. Вот эту отсылочку я не успела, к глубокому сожалению. А это обидно. Так. Все, еще минутку, и я наконец-таки... Да, понятное дело. Где, блин, моя оружейная? Тирен Кандрас. Ага. Hello again, Ryder. Taking an interest in my strike teams? Да. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex. Combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. I'll deploy your people carefully, Kandros. Интересно будет, дойдет ли до тебя моя посылка, и можно ли тебе ее получить, и не выпотрошат ли ее. Good luck. Kandros out. Ой. Лучше и не вспоминай. Это как в страшном сне. Это не обнова, это такая не Netflix. Так, стоп, подождите. О, вот это уже хорошо. Слушай, черкни мне куда-нибудь, пожалуйста, хоть в ВК, если сможешь сейчас зайти, как с тобой связаться. Там, не знаю, телефон, телега, WhatsApp, что-нибудь. Просто Departure trajectory locked, Nexus Control. Вкусненькое. Много вкусненького. Time for introductions. You must be Ryder, Galojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Ну вот, через месяц, значит... Блин, короче, дай мне контакт твой, как с тобой связаться, и обсудим, куда тебе что слать. I'm new to this. Being a Pathfinder, running a ship. You'll be fine. As for the ship, I can help. I knew the Tempest when she was a blueprint. Ух ты. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. Спасибо. So, how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? Просто вспоминая того раздолбая, которого я помню. Скинешь фотку, покажешь потом. We signed on for the big stuff when we came to Andromeda. Okay. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Понятно. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. Ну, ничего страшного, потом еще отрастишь.
I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. To Eos, then. What would have been our Habitat 1? 2 failed outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Callow, take us in. Кто это? Подождите, что это? Серьезно, интересно. Вот это перелеты, блин, круто. This is about as far as the Nexus surveyors could get before, well... Let's see what's waiting here. Anomaly on sensors. Карта галактики. Обнаружена аномалия, используя чего-то там надо. О, сейчас будет долго. Так. Плотные пылевые облака, грозы и мощная гравитация делают планеты непривлекательной даже для крупных. Обидно. Оу. Да-то не туда вышла. Давай еще раз. Да. I'm picking up something. Probe away. Tracking a huge mineral deposit. Нормальненько. Так. Писец. Не, ну ты кадр. Давай, укладывайся. Уторгивайся, Коська. Вау. Просто я в шоке сижу, и я не ожидала от тебя такого. Ты ва-банк пошел, тебя, короче, все довели. Что только можно. Вот тебе и бунт подростковый. Ну, я надеюсь, что хотя бы платят нормально. Из-за неплотной атмосферы ледяные пустоши Корвата в солнечную погоду могут прогреваться до нестерпимой жары. Рекомендуется посещение только после заката. Ладно. Вот это бунт, блин. Ой. Ну, в принципе, ни шатка, ни валка, как говорится. Поверхность планеты гибельна для большинства известных форм жизни, но в богатой гелием атмосфере существуют огромные колонии споровых грибов. Ау. Нарушалку отрастил. Планета в основном состоит из железа и замерзшего азота. Странно одно, судя по ландшафту, когда-то азотные моря пребывали в жидком состоянии.
Костерика, привет-привет. Давно тебя не видела. Спасибо, кстати. Вот что я любила в Андромеде, так это вот этот вариант перемещения. Я просто тащусь от визуала. Вау. Да, по-моему, так на каждой работе. Сильнейшая радиация и мощные штормы делают эту планету плохим кандидатом для разработки, несмотря на богатые залежи металла. Ну, если считаешь, что лучше промолчать, то тогда да. О, вот это красота. Посмотрите на это. Вот полет к черной дыре я прям хочу увидеть. Преломление пространства времени. Вау. Черная дыра. Данный класс Керовская черная дыра. Кетос. Даже на таком расстоянии черная дыра представляет опасность для бортовых систем корабля. Аккерационный диск вокруг нее состоит из остатков как минимум одной солнечной системы, уничтоженной при создании черной дыры из-за гравитационного притяжения. Рекомендуется действовать осторожно. Ну, говорится, это их. Это их. Не скажу, что. Ну, понятное дело. Слушай, у тебя же там отпуск должен быть. Ну, там кубрики, там казармы. А, кунг, да. System Pythias. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated EOS. It was supposed to be an easy first step. Until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. Ну, пойдем на EOS. Да блин, хорошо уж хоть не казарма. У вас там, по идее, душ должен быть в кубрике, да? Душ, туалет, типа на троих. Или он один в коридоре? A mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Is that possible? We'll find out. If it Вот is like теперь- Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. Вот теперь начнется что-то интересное. Для высадки на EOS используйте ВАСД для поиска подходящего места, после чего нажмите левую кнопку мыши. Так, это что у нас? Зона высадки EOS. Ага, там же и убийца. Угу. Окейшки. Я понимаю, что лучшего у нас тут ничего нет. Окейшки. Снаряжение. Экран снаряжения позволяет выбрать экипировку членов отряда, прежде чем отправиться на задание. Уф. Так.
Это уже хорошо. Да нет, нормально. Мне норм. Так. Вот это облом. Я думала, что клык лучше гадюки. Гадюка, оказывается, вау. Мгм. Вот это, кстати, еще лучше. Да, по первому Ведьмаку. Это было 6 лет назад. Да? У меня 6-летний канал, почти 7. Вот такой вот маленький и прокачанный. Обидно. Мгм. М. Ветра. Можно ветку выбрать. Честник. Ветра у нас кто? Нет, кору-то я по-любому оставлю. Ну что, побегаем баб отрядом. Так. Suiting up. Да. See you on the ramp. Hope we're all that ready. Callow? Может, я первый All right. перепроходила? Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multisensory neural collation. Amazing. Factory fresh across Ну, the вот такая board, Andromeda. spinning up the Интересно. compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. What? I said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on Eos. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. Ага, Never know обидно. how that'll affect. Sorry. You okay? Слушай, Тишка, как давно мы виделись? Года 2 назад, наверное. Капец. I've got the training, people, the tools. We can do this. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Да-да-да. Take us down. Вот, You have кстати, no да. idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Кошка, шо ж тебе не имется, пожалуйста. Либо кыш, либо иди. О, фига себе ты борзый. Core is hot. Shields holding, adjusting entry. You got this, right? Hell. Держи руки на руле, блин.
Джокер никогда не бросал. There. Set us down at this nav point. Так, сейчас будет самое интересное. В раму. Что такое рама? What are we even supposed to do here? Reports state this planet suffers deadly storms Ну that are вот началось contaminated что-то by уже radiation интересное. from the scourge. EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Plus, no Pathfinder. If EOS is like Habitat 7, that signal we scan must be connected with the atmosphere. We could use the outpost antenna to track it down. Let's get the power back on. Кстати, вот это убийство как раз-таки место убийства совсем недалеко. Супер. И вот начинается что-то интересное. How would they know? Умею я, блин, They didn't have a дневное время Pathfinder. все это делать. They do now. We'll make EOS a home. Чё ты в шлеме? А как шлем тут снять? Ладно, потом разберусь. Кошка, иди обратно. Что ты там ходишь, орешь? Куда иди? Давай. Что ушла, непонятно. Башня не погладила. Ой, непонятно. Жопа. Уши стоят. Все. Все, сиди. Ну все, все. Так. Но здесь мне даже никто помочь не может, потому что непонятно, как с меня шлем снять. This analysis provides us with important research data, Pathfinder. If you continue to scan and collect this data, we can utilize it to develop new technologies and upgrades for equipment, such as your weapons and armor. Да-да-да. Нет, не работает. Ну, давай, доброй, удаченьки. Такс. Door's getting emergency power, but it's code locked. Site 1 issued individual security codes. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Just say we can't open it without codes. We can't open it without codes. А вот так вот как-то лучше. Нашли. Да, вот это очень не очень. Got a code lock key. Gives us access if we need it. We suffered our first death today. Storm came out of nowhere. Lockley tried to cover our crops. Lost his footing. Got swept away. His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, I'll know what to say. Обидно. Анализ ботаники. Или СМ, специалист по растениям. Новая запись. Что ты от нас скрываешь, Эос? Растения разрастаются с огромной скоростью, несмотря на здешний климат, от которого даже
Краска с металла слезает. Начинаю подозревать, что здесь не обошлось без какого-то электромагнитного воздействия. Я обнаружила какой-то сигнал не нашего происхождения. Но это не по моей части, может, просто совпадение направления отметила. Это я потом, если можно. Сохранить игру лучше сохранить. Думаю, ну его нафиг. Может, просто служили в разное время, в разных частях и под разным командованием. О, для человека с твоим характером это факт. Я вообще удивилась, как ты туда пошел. Каким макаром тебя туда занесли, тебя подошли, вырубили, а потом просто принесли, и ты такой, уже все, не сбежать? Ну, бывают герои. Что ж делать? Так, обстановочка уже напрягаете. Ну, в принципе. The main door had power, but not the interior doors? Full functionality would require an active power relay station. That means the antenna's out of power too. The logs might tell us what's up with the power relay. Тоже хорошо. Это мудро. Мудро. Сообщение от Ника Таниопулиса. Грек, что ли? Люди начинают шушукаться. Они говорят, что Эос не жизнеспособен, что ничего не пойдет как задумано. Я знаю, что ты скажешь. Я не для того записывался в инициативу, чтобы сидеть заперти в летающей жестянке. Обещаю, будет очень интересно, но попозже, когда у них будет больше времени, чтобы позаботиться о безопасности. Мама наказала мне следить, чтобы ты не порол горячку. Этим я и занимаюсь. Хотя бы подумай об этом ради меня. Не почаще выходи на связь. Я теперь беспокоюсь совсем как мама. Уже сгрыз весь ноготь на мизинце. Судьба остальных моих ногтей зависит от тебя. Я тебя люблю. Запрос информации. Лея Уэллс. Здравствуйте. Простите, если я обращаюсь не в тот канал, но именно его мне назвали на Нексусе. Моя знакомая давно не уходила на связь, поэтому я прошу информации о ней. Элия Уэллс, научно-исследовательский отдел, ассистент-исследователь 2. Она не отвечает на сообщения, и я начинаю беспокоиться. Пожалуйста, передайте ей, чтобы вышла со мной на связь. Ой, все. Да, маргинальный хмырь. Господи, как давно это было. Кстати, Рейвена, помнишь? Был такой чувак у нас на стриме. Простите, что снова вас беспокою. Несколько дней назад я просил сообщить мне о Лее Уэллс, но с тех пор мне ничего не поступало. Судя по всему, это сообщение даже не было прочитано. У вас все нормально, свяжитесь со мной при первой возможности и передайте Лей, чтобы вышла со мной на связь. Служит ВСО. Защищает нас, пока мы тут сидим. А он прям на передочке, прям на передке, прям в горячей точке. О, жив, цел, здоров, орел, козел, даже начальствует. За что я очень рада, но очень нервничаю. Кора, не перепрыгивай, что ты там вообще видишь? I got a partial lock, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power. A remote lock is active. The interference originates from a nearby power relay tower. So we're not the only ones interested Это in what правильно, happened потому что вы зеленые. Let's check out this relay tower. Факт. Но с другой стороны, чуть целее будешь. Так, контейнеры. Железо. Ну, тут да. Привести. Sandstorms, radiation. What the hell was Addison thinking sending us here? Eos might have looked great back in the Milky Way, but up close, it's a hellscape.
Farthingale's on my case to stay positive. Put on a brave face for the rest of the team. But I can't shake the feeling that I'm gonna die out here. Ауч. Фига себе. Да что-то. Я вот не пойму, это я, что ли, музыку включила, выключила или как? Настройки, звук. Да нет, ее просто здесь нет. Ну окей. Look at this place. It's a wasteland. The radiation in Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Whoa. Our suits protect against that, right? Site 1 contains shield masts to dampen the brunt of contamination. But if we go outside Site 1's perimeter? That would not be advised. Structure up ahead. Sam? It fits the profile of a power relay station, Pathfinder. Right. We get it running, maybe buildings get power. And we can hunt that signal down. Тоже как вариант. Так, все, больше ничего. Ну, значит, пойдем наверх. Нет, не знаю. Huh. Guess that ship wasn't Ket then. They don't knock. There are people here. You thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. В смысле занято? So you're a salvager. Got a name? I'm Ryder. Clancy. No. Making an honest living by... Wait, Ryder? As in Pathfinder? The Nexus just can't let Eos go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help Eos. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Is it smarter to hide and hope, or take a chance that might save this whole planet? I remember when people used to talk like that. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Expect trouble when we start the generators. Интересный, блин, квестик. There's an error in the startup sequence. Manual input required. Damn it. Please scan one of the pylons to determine a hackable input location. Я все-таки так и не умею пользоваться вариантами. Pathfinder, there must be a scannable interface on the power pylon. Generator interface possible. Location marked. Место назначения инициативное для оборудования. Следующий один влажная пустыня, эксплуатационные параметры превышены. Функционируют, но ремонтные работы после установки снизили расчетный срок эксплуатации на 74%. Обидно. Да уже никакой его во время переезда спиздили. Ой, простите.
Да, спасибо. Давай, удачки. Так, ладно. Что мне надо сделать? Типа залезть туда, да? Ой, почти. Блин, вот залез. Я бы... Окей. Ну, вот так вот переезжала. Sam, our friend Clancy, was he part of the outpost team here? No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he used his clearance to sneak off the station. Make some credits on the side. Don't sound so impressed. We've got company. Где? 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 А, хорошо. Enemies incoming. Да. Ладно, непонятно. Давай. Удачки. Да блин. Блин, прохожу на харде, вот это вот самое неприятное. Закончился история. Так. Easy. Nice and easy. Ладно. Так, там еще четверо. Как их... так, чтобы не вылезли. Избранные, блин. Хорошо. И это хорошо. И где этот кадр длинноносный? Я, блин, деда. Готово. Спасибо. They weren't kidding about the cat. The power relay station is ready for activation, Нормально. Pathfinder. Теперь можно всех активировать, но сначала надо пощупать. Добренькой ночи. Сейчас сделаем что-нибудь. Ой. Испарились. Пустите нас. It's inoperable, Pathfinder. Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Ветер, привет. Так. Ага, подойдите к ящику. Потом восстанавливаемся.
Сезам, откройся, блин. О, нормально. You took down all those cat? Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice, though. If that signal of yours is out past the perimeter, you'll need a ride. A ride? Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. I think they kept a little something in storage. Didn't get around to salvaging it yet? I tried. It ain't that simple. Might be easier for a Pathfinder, though. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Don't suppose you've got anything we can use. Миленько, миленько. Это все у меня. У меня же типа куча мусора была. Не понимаю. Так, сканограмма какая-то. Утиль. Тут и подписан, собственно говоря. Так, это все медленно. Так, вот это уже веселее и вкуснее получается. Расходуемые предметы редкая, очень редкая. Что я хочу? Хочу криопатрончики. Ну, вот как-то так более приемлемо. Ага. Пиздец. Пошли на экране надпись. О, господи, избранная. Сохраненная подборка профиля и 3 умений. Максимум вы можете переключать профили во время боя. Используйте избранное, чтобы менять стиль игры, расширять список доступных умений. Настройка избранного. Нажмите Backspace в меню навыков или профили, чтобы попасть на экран избранного. Выберите одну из 4 ячеек избранного и нажмите пробел, чтобы сохранить активный профиль. Выбранное сейчас умение. Чистка. Подсказка избранной будет автоматически очищена, если вы сбросите навыки персонажа в наборе. Чтобы переключаться между избранным во время боя, нажмите Tab, чтобы открыть колесо оружия, нажмите X, чтобы видеть избранное, выберите избранное, нажмите пробел, чтобы видно. Японский год. Так, Tab. Подождите. X, Backspace. Нет? Я так не могу, да? То есть я его не создал. Ладно, ладно. Вот когда не будет варианта, возможности, я все прочитаю и сделаю. Потому что сейчас я мало чего понимаю. Андромеда сложно. Управление питанием. Ой, чего там? Вот и косяк в Андромеде. Да, Сэм? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. Let's not forget what else happened on Habitat 7. This is powerful alien tech. We need to respect it. Go slow. For sure. We'll follow your lead. A warning.
Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. Посмотрим, что мы сможем So сделать. if that structure could make a difference here, well, that would be really good. Come on, we better find that vehicle Clancy mentioned. Миленько. Now the power is restored, we can investigate the nearby buildings. Мне прям нравятся вот эти вот вечные поиски. Но при этом это без сарказма. Это реально интересно. Ну да. Кардинально отличается от Массача самого как такового. Такси. Клац. Феникс. Большие контейнеры, да? Очень большие контейнеры. Где-то там. Причем, в принципе, я бегу куда-то в правильном направлении. А, вот так. Да, блин. Оу. Well, what do you know? The Outpost Research Center is still intact. Updating the Tempest on this critical recovery. Research was always key to the initiative. We'll need it here too. This tech is how we survive in Andromeda. Ingenuity on the ground. Someone else agrees. This research center was used recently to monitor the alien signal. Тоже хорошо. This gives us the tools to find the source, and maybe whoever else is The research station is back online. I've provided a list of weapons we can build by gathering the required components. Список вооружений. Это прям хорошо. Боже ж ты мой. Ничего не помню. Ага. Все. Ладно. В этом надо будет потом, говоря, разобраться. Разберемся. Дневники, новые разработки, эвакуация. Пользователь старший бригадир Адриано Фанеско. Сегодня пробовал заклепки нового образца. Только время покажет, выдержат ли они, когда на укрытие обрушится новая буря. Но зато они проще в изготовлении. Покрышка вступает коротышка выступает за эвакуацию, хочет вернуться на Нексус. Говорит, что кетов слишком много. Воды мало, а надежды и вовсе нет. Мол, лучше торговать жратвой и спать на палубе, чем слушать шум бесконечного ветра. Ну, отчасти правда. Я потерял 3 из-за кетов, тоже думаю, не убраться ли отсюда. Но я спросил его о том же, о чем спрашиваю себя. А что Нексус даст первооткрывателям? Разве мы не сами хотели на Эос? Ведь сами же. Конец записи. Так. Ну. Special requisition. All-terrain scout rover. A Nomad. 6-wheel drive. Jump jets. Just what you need. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. Ну. I can call one down. Let's find a good spot. Что ж такое? Кочевник. Кочевник. Кочевник — это очень хорошо. Кататься — это прям вау. Особенно с моим скиллом-то. Прям красота. Икс. Совсем нет? А нет, и сюда нет, да? Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Не очень-то и хотелось.
Оу. Activating automated forward station deployment. Передовые станции запускают автоматические орбиты и направляются в установленные области планеты. Выделили реаль для обнаружения. Ага. Looks like the forward station supplies are intact. Downloading Nomad Crate access code. Это хорошо. А тут у нас чего? А, это то, где мы были, да? Понимаю, да? Вроде нет. Ванадий. Ванадий. И Ваня прям. Ладно. А. Так. Окей. Да, здесь мы действительно были. А туточки? Ага, туточки не были, но по ходу дела и не будем. Так, кустики всяческие. Не сканируются. Ну и ладно. Ау. Снаряжение. Ау! Как это мило. Ага. Даже вкусности. Подождите. Стабильность. Точность. Объем магазина и... Давай попробуем так. Здесь что у нас есть интересного? Нет модов. Тогда что ты мне это показываешь? Скажи мне, пожалуйста. И пошли на инициативу. Ну, это понятно. Понятно. Все удовлетворен, блин. Ух ты. Так. Угу. Хочу криопатрончики, и я хочу конденсаторы щита. Так. Ага. То есть, типа, я могу каждый раз выбирать что-то новое. Очень интересненько. Подробности ветра. Статистика. Ладно. Пусть будет ветра. Так. Навыки. Укоры, да? Повышение. Нет? Нет. Странный глюк. Терминал. Протокол передовой станции инициирован. Заданная метрика перспективности несовпадения. Жилище 1 не совпадает с предполетными профилями инициативы. Предиктивная модель больше неприемлема. Параметры требуют переработки на 94 процента. Радиоактивные осадки при контакте крайне неустойчивый. Спад агрессивен. Нужно больше данных. Обидно. Атмосферная томография. Сезонный засушливый. Климат на всей планете единообразен. Маловероятно, что это случилось естественным образом. Тропосферная электронная плотность была изменена. Предполагается наличие геологических ограничителей. Подозревается наличие радиации и влияние скверны. Подозревается искусственное изменение атмосферы. Неизвестно, было единообразие климата намеренным действием или результатом воздействия скверны. Ясненько. Интересно, блин, работает маскировка. Эть. Подожди. Какая? Эть. Подожди. Какая? Moving out. Подождите. Ух ты. Вот он. Вот он. Вот он от того, чего я искала. Так. Наверх, да? Наверх? Уи. А нет, не наверх, вот сюда.
Вот и наш автомобиль. Дамы, кто хочет покататься. Итак, журнал с чистого листа, это понятно. Доп. Задачи. Тропа героя. Встретиться с Кэрри. Пропавшие научные судьи. Сколько всего, блин. Хорошо. Я-то думаю, что мы это все сделаем. Так. Что это у нас? Лучшая из команд. Скоро. Вы скоро сохранили дистанцию и профессиональные рабочие отношения. Кэлла не особенно стремится узнать вас поближе, но он в любом случае хороший пилот. Лиам Коста. Первое впечатление от Лиама — полезное приобретение для инициативы. Работу всегда выполнять на совесть. Лекси. Вам пока не представился шанс узнать Лекси поближе, но доктор доказал свое мастерство, когда спасла вам жизнь после миссии на жилище 7 ветра. Ветра Никс вступила в отряд первопроходца. Она хорошо разбирается в кошмарной бюрократии Нексуса и помогла выбить для вас корабль. Но в остальном она остается загадкой. Гил. Вы не мешаете Гилу заниматься своей работой, заботиться о системах бури. Времени на это явно уходит немало. Суви Анвар стала постоянным научным сотрудником бури. Она помогает исследователям на Нексусе обрабатывать данные, полученные от Сэма. Ну, тоже неплохо. Психологический профиль. Первопроходец Райдер. Из записи терапевта и психолога бури доктора Лекси Райдер. В мои обязанности на буре входит составление психологических портретов экипажа для штаба первопроходца. Отправляю свои записи тебе, чтобы предупредить, о чем думаю сообщить. Мы не так давно знакомы, так что считай это актом доброй воли. Удачи. Демонстрирует аналитическое мышление и любознательность, обладает чувством юмора, редко принимает что-либо всерьез. Импульсивность дел зачастую говорит громче слов. От меня потребует провести дополнительный анализ и предоставить более подробные сведения Лекси. Крепкие мусы. Миленько. Пассажиры ковчегов. Саря. Следующую будем читать историю о Заре. Все, кыш-кыш-кыш, брысь. Так, геймсейв, больше сохранений, боку сохранений, потому что это вообще нереально. Итак, вот это что у нас? Научная станция, окей. Искать активаторы памяти. Угу. Жизнеобеспечение. Система жизнеобеспечения кочевника способна защитить вас от неблагоприятных условий окружающей среды куда лучше бронекостюма, но не бесконечно. Ладушки. Воу! Стойте, боже мой. Истощает ваши системы. It's too steep. Switch to six-wheel drive. It'll get you up there in a snap. Чтобы путешествовать быстрее, вы можете вызвать качели в ближайший. Это понятное дело. А как полный привод включается? Все ясно. Короче, это типа медленно, но верно. Такси. Remember the Nomad's jump jets? They'll get you over most obstacles.
If you need more juice, the boosters can accelerate you out of trouble. Ага. А! Фу, какая гадость. Так. Чувак, прости. Блин. А! Ну вот. По-моему, лампочка тоже вышла из строя. Раз. Два. И, по-моему, она тоже хочет спать. Три. Что, нет? А я не могу их задавить? Такие издевательства. Ну, каюшки. Так. Armoring up. Hostiles ahead. Так. Ну ладно, еще жить можно. Подождите, а, то есть это фигня, и мы ее типа не... Ну и ладно. И что ты мне хочешь сказать сим моментом? Какой-то баобаб вообще. Ну и ладно. Another memory trigger? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Да, вообще легко. Всегда, пожалуйста. Блин, ну и ладно. Оу. Ха, прикольно. Так. Давай сюда. Извините, буковка М. Что это у нас? Проверить странный сигнал. Got it. Signals coming from that structure up ahead. А, вот это уже интересно. Безопасное состояние. Окей. Супер. Я лучше сохранюсь. Это штуки. Это кочевник, это аномальное щупальце. Имеет место быть пустота, несущая заряд, что не укладывается в известные физические модели. Идет обновление теоретических данных, практическая рекомендация, стоит избегать контакта. Окей? Эй. Ладно. Ну, что это? Что-то куда-то подключается. Включалось. Ось. Здрасте. I'm picking up initiative tech nearby from above us. Ага. There, look, up near that scaffolding. Угу. Так, а это что? Нельзя показать, пожалуйста? Опасность взрыва, опасность замерзания зоны, воздействие, уязвимость для стрелкового оружия. Камера охладителя, эффективность неизвестна, защита отсутствует, свойства изотопа гелия в криостазе, распространение, усиление при
адиабатическом размагничивании. Боже ж ты мой, там язык сломать можно. Что это такое? Винтельный элемент полиадаптивный конденсатор. В теории этот пульт подключения, похоже, управляет крупными потоками энергии. Киевюшки. Все? Ой-ой-ой. Я таки подозреваю, что сейчас будет... Опа! Просто вау. It's working, but I'm just getting random symbols. Glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Как, блин, интересно. То есть мне надо поиграть в зайку-забегайку? Извините, разрешите? Оу, я... так можно, да? Тогда я согласна. It's slippery, but there's a great view. Who'd be crazy enough to carry heavy equipment up there? I think that's enough. Так. 37 в бинарном коде, 21 данные неизвестного типа. На базе сходной игры. Вероятно, данный знак часть инопланетного кода. Too sophisticated for a salvager. Who else is studying this place? Да-да-да. Недавно установленное устройство мониторинга, управляемое дистанционно, отдающее активный сигнал. Что-нибудь еще есть? Wow. Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This would happen when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Beeps! Beep. Hi! Back up. Literally. Oops. Whoa! Easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channels. It's going to be all right. Trust me, okay? Ну, как-то не очень. I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. Was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh? Maybe you want to knock me down a couple more times to make sure. No, that's okay. You're obviously corporeal. Pretty solidly built, actually. Да-да, давным-давно я так хотела делать на нее Look косплей. at that. И почти же ведь получилось. System has stabilized. I'm establishing a connection. Нормально. Вот блин. Oh, crap. Ow. I know these things! From Habitat 7! Later! Just take them out! Keep targeting that one! They make little bots! О, боже, что мы... Так она, блин, интересно стреляет из-за укрытия. Прям вау. Блин! Ай! Ну что ж такое?
ушам получишь. Получил? Я тебя... Воу! Не-не-не, сладкий. Нет. На такое мы с тобой не договаривались. Может, перезарядишься? Спасибо. Как прикольно. Да серьезно. Реликт наблюдатель. Супер, блин. Так, ладно. Ой, морда ты. Реликтовая. Все? Спасибо. Вау. Not bad. My first tangle with the Remnant was a lot messier. The Remnant? These monoliths, the Observer and Assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the Remnant. Like, my name's better as PB. Thanks for helping with those things. I'm Ryder. You're a mystery. I've been studying those glyphs for months, and then you arrive and... solved. I saw this tech clear the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for EOS. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All Remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. You're sure it'll help EOS? Or am I just a handy way to get those monoliths online? I'm a little offended by that, Ryder. Oh, обидели пипс. Okay, maybe. But we both get what we want. Just try. It's not like we can make this planet worse. Here, take my nav points. I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Ну, что ж, дорогие мои, на сегодня все. Мы откатали классические 4 часика, хоть и без споев, но вот. Спасибо вам большое, что были со мной. Спасибо тем, кто заходил. Ну, надеюсь, трансляция на других платформах прошла более или менее нормально, так что всех люблю, берегите себя. Вы у себя самые лучшие и самое главное и сохранять нервы в порядке. Всех люблю, целую. Пока-пока. С вами была ваша Анна Шепард. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Заходите, пишите, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Буду рада. Пока-пока. До скорых встреч.